Однажды утром, проснувшись, он случайно обнаружил на своей кровати ящерицу. Ящерица представилась как Ной и сказала, что ее миссия – защищать принцессу от злого колдуна, который хочет уничтожить мир. Ной попросил у Ю помощи и попросил поделиться с ним силой. Думая, что это галлюцинация, Ю выбросил ящерицу из дома. Вскоре он заметил, что его соседка смотрит на ящерицу, которую он выбросил. Когда Ю вернулся в свою комнату, он с удивлением обнаружил, что ящерица вернулась. Ной понял, что Ю растерян, и попросил его понять ситуацию. Ю схватил Ноя за хвост и сказал, что это его дом и что если Ной не хочет быть рыцарем, ему лучше уйти. Однако Ной начал читать Ю нотации, и тот снова выбросил ящерицу. Позже Ю пошел в школу, все еще думая, что у него галлюцинации. Но Ной снова появился на плече Ю, напугав его, и он упал с велосипеда. Ной объяснил, что они теперь связаны и не могут далеко друг от друга уходить. После уроков учитель спросил Юухи, что с ним случилось. Он понял, что никто, кроме него, не видит Ноя, и объяснил, что утром он наткнулся на ящерицу и упал. А теперь ящерица преследует его. Пока другие отвлекали учителя вопросами, Ю скользнул. Ной объяснил, что никто не видит его, и если Ю все еще думает, что он сумасшедший, ему стоит посмотреть на свою руку. Ю заметил кольцо на пальце и с удивлением обнаружил, что может использовать его для управления определенной силой. Когда он экспериментировал со своей силой, к нему подошла учительница. Думая, что его падение тоже вызвало галлюцинации, она напомнила ему о том, что нужно сдать отчет. Юухи пообещал, что скоро его сдаст, а потом спросил Ной, может ли эта сила управлять телами других людей. Когда Ной подтвердил, что может, Юухи подумал, что эту силу можно использовать для шалостей, и задрал учительнице юбку, чтобы ее подразнить. Поняв, что он сделал, она попыталась его догнать, но он убежал домой читать. Ной объяснил ему, что их главная задача – найти принцессу и защитить мир. Юухи отказался помогать, не желая ввязываться в драку, которая все равно не будет признана, и предпочитая избегать грандиозных задач вроде спасения мира, ведь он был обычным студентом. Ной упомянул, что есть и другие, кто может стать его союзниками, но Юухи, вспомнив совет своего деда не заводить врагов и союзников ради спокойной жизни, решил оставить спасение мира кому-нибудь другому и не обращать на это внимания. Он пошел купить еды, а Ной задумался, почему ему достался такой трусливый человек. Внезапно Ной почувствовал врага. Юухи был потрясен, когда почувствовал, что его ранили, но поскольку рана была не настоящей, он последовал указаниям Ной и убежал. Они поднялись на возвышенность, где Юухи выбился из сил и столкнулся с врагом грязевым големом. По словам Ной, Юухи использовал свою силу, чтобы спастись, когда монстр напал на него. Но неожиданно появилась соседка, которая ударила существо. Ной понял, что это была принцесса, которую он искал. Она представилась как Хина и предположила, что Ной, должно быть, сильно запутал Юухи. В тот вечер Ной обучал Юхи полетам, но из-за того, что для полета нужна была физическая сила, Юхи не мог долго продержаться в воздухе. Это означало, что Юхи нужно было тренироваться, чтобы стать сильнее. Юхи сомневался, что подходит для роли рыцаря. Ной сказал, что быть рыцарем и спасать мир – это большая честь. Юхи потребовал, чтобы Ной ушел и оставил его в покое. Ной отказался, и Юхи снова выгнал его. Ной вцепился в его спину. Но когда Юхи вышел на ужин, он неожиданно почувствовал тревогу, которую испытывал из-за существа, которое видел днем. Юхи вспомнил события того дня, когда понял, что Хина, несмотря на то, что она принцесса, еще не проснулась и не знала о своей природе. Как и он, она тоже оказалась втянута в эту ситуацию. Юхи показалось, что он уже встречал Хину раньше. В этот момент к нему подбежала учительница Хины Исами и врезалась в него. Оказалось, что она старшая сестра Хины, и она сразу же спросила Юхи, что он сделал с ее сестрой. Хина объяснила, что она принцесса, а Юхи какой-то рыцарь, и Исами заподозрила, что Юхи внушил странные мысли ее сестре. На следующий день в школе Юхи снова увидел Хину. Она затащила его на крышу и показала огромный молот в небе, объяснив, что это молот для печенья, созданный злым колдуном, чтобы уничтожить мир. Она хотела, чтобы Юхи помог ей. Затем Хина забралась на перила и спрыгнула вниз, заставив Юхи поймать ее. Она сказала, что Юхи всегда будет ее защищать, а она будет защищать его. Она призналась, что хотела уничтожить молот, потому что хотела своими руками разрушить мир.
Юхи согласился служить Хине и отправился с ней в путешествие. Однако внезапно Юхи услышал голос своего деда, который напомнил ему, что нельзя забывать о том, что значит жить в одиночестве. Очнувшись, Юхи увидел перед собой лицо Ной и тут же оттолкнул его. Затем он побежал, чтобы набраться сил. В парке он снова неожиданно встретил Хину. Сделав всего несколько отжиманий, Юхи запыхался, и Хина предложила ему прокатиться на спине. Она без труда сделала сотни отжиманий, не уставая. Позже она пригласила Юхи к себе домой на ужин. Придя, Юхи попросил разрешения сходить в туалет, но случайно зашел в комнату, где была его сестра, и получил нагоняи. Однако, поскольку он был гостем Хины, его сестра не стала возражать. Затем они вместе с Хиной поужинали, и она спросила, почему Ной не ест. Ной объяснил, что он черпает энергию прямо из Юхи и поэтому не нуждается в еде. Юхи посмеялся над Ной, и тот ответил, что не стоит насмехаться над ящерицей вроде него. Юхи понял, что забыл, каково это находиться рядом с другими людьми. В его голове всплыли воспоминания о том, как он был привязан к деду, и это напомнило ему о психологической травме, от которой он пытался убежать. Той ночью Юю продолжил свои тренировки и смог продержаться в воздухе больше 4 секунд, что было значительным прогрессом. Но он все равно чувствовал, что этого недостаточно. Он беспокоился, что если снова столкнется с грязевым големом, то все равно будет бессилен. Ной спросил, есть ли у Юю какие-то личные цели, но тот не смог ничего придумать. Ной был в отчаянии, хотя Юю и не знал, чего хочет в будущем. Сейчас он хотел освободиться от тени своего деда. Позже Юю снова встретил Хину и спросил, зачем она хочет уничтожить мир. Она ответила, что хочет владеть миром, но поскольку он все равно будет существовать, даже если она умрет, он никогда не будет по-настоящему принадлежать ей. Поэтому она решила уничтожить его раньше, чем это сделает молот. Только так она почувствует, что владеет всем миром. Затем она пригласила Юю на крышу, перепрыгнула через нее и помогла ему подняться, удивив его своей ловкостью. Хина была уверена, что однажды Юю сможет взлететь еще выше, чем она. На следующее утро, когда они бежали, Ной сказал Юю, что с его нынешней силой он не сможет победить грязевого голема. Если тот будет преследовать его, он должен попытаться переплыть реку, чтобы выиграть время для Хины. Внезапно Юю заметил грязевого голема позади себя. Он отругал Ноя за то, что тот не предупредил его раньше, но Ной объяснил, что не почувствовал никакого намерения убить. Существо перешло дорогу, заставив Юю бежать, но оно быстро его догнало и напало. Юю использовал свои силы, чтобы увернуться, и попытался убежать, но голем схватил его. Он уже был готов погибнуть от его клинков, но тут появилась Хина на другом берегу реки. Хина быстро бросила машину в сторону монстра, но тот увернулся. Однако она перепрыгнула через реку и нанесла мощный удар, который победил чудовище. На следующее утро Юхи снова пришел к Хине на завтрак, что немного разозлило его отца. Юхи понял, что если он не будет серьезно относиться к тренировкам, то не выживет. Позже Юхи позвонил его дяде и сказал, что его дедушка попал в больницу, и попросил его приехать. Дядя предложил купить ему билет, но Юхи сказал, что сначала ему нужно узнать, сможет ли он взять отгул на работе, хотя на самом деле у него не было работы. Он просто хотел найти предлог, чтобы не ехать к дедушке. Затем Юхи пошел на берег реки, решив потренировать свою ловкость, но не готовый сражаться. Он попытался пересечь реку с помощью своих сил, но упал в воду, сделав всего несколько шагов. Вечером у Юхи поднялась температура, и Ной из-за их связи тоже простудился. Отдыхая, Юхи вспомнил, как дед тащил его под водой на цепи. На следующее утро Хина пришла к Юхи в комнату. Стыдясь своей слабости, он извинился и попросил ее не бросать его. Хина успокоила его, сказав, что раньше она тоже была слабой, и посоветовала ему навестить дедушку. Юхи рассказал, почему он злился на своего дедушку. Однажды, когда он привел домой друга, дед приковал его цепью и запер в сарае. Дед считал, что люди враги, и что друзья в конце концов предадут его, поэтому Юхи запретили заводить друзей. Юю боялся, что возвращение домой вызовет воспоминания о тех холодных цепях, но Хина пообещала, что уничтожит все, что его связывало или пугало, и попросила его не бояться. Позже его навестил Юхи, решив приготовить всем ужин. Оправившись, Юхи вернулся на берег реки, решив переплыть на другой берег. Хотя Ной не хотел, чтобы он торопился, Юхи просто прыгнул назад и поклялся, что однажды переплывет реку. На следующий день Юхи отправился домой.
Ной напомнил ему, что он может вылечить дедушку, если захочет. Но Юхи признался, что хотел бы, чтобы дедушка умер. 10 лет дедушка воспитывал его, придерживаясь 3 принципов. Враги нападут спереди, друзья нападут сзади, а человечество – это мусор. Когда Юхи вернулся домой, Ной спросил, почему он сидит в гостиной. Юхи объяснил, что с тех пор, как он поступил в колледж, семья его дяди переехала к дедушке. Ной спросил о родителях Юхи, но двоюродный брат Юхи прервал его, пригласив на ужин. После ужина Юхи отвел Ноя к памятнику своему отцу и рассказал, что его отец был полицейским, который внезапно пропал. Через несколько месяцев власти арестовали контрабандиста, который признался, что убил и закопал полицейского на горе. И этим полицейским оказался Юхи, отец Юхи. От горя его мать тоже исчезла. С тех пор дедушка Юхи потерял веру в человечество и предупреждал его, чтобы он не шел по стопам отца. Если Юхи ослушается, дедушка посадит его на 3 дня под замок и цепь. Ной спросил, кого он ненавидит больше всего: преступника, убившего его отца, мать, которая бросила его, или деда, который издевался над ним. Ю ответил, что ненавидит весь мир, который создал такие обстоятельства. Ной предупредил, что такая ненависть принесет ему только новые страдания, на что Ю с горечью признал, что уже глубоко несчастен. На следующее утро двоюродный брат Юхи отвел его к дедушке. Когда они остались одни, дедушка подошел к Юхи и сказал, что он стал намного сильнее. К удивлению Ю, дедушка поклонился и извинился, признав, что был неправ, когда плохо обращался с ним. Он признал, что Ю никогда его не простит. Ю был потрясен и разозлился, крича, что простой поклон не может стереть прошлое. Он выбежал из дома, обвиняя дедушку в том, что тот вымещает на нем свое недовольство. Юхи, убежав, неожиданно столкнулся с грязевым големом, но и тут же приказал ему бежать в горы. После того, как голем некоторое время преследовал его, Юхи заметил, что голем двигается медленно, но понял, что его выносливость безгранична, и выносливость Юхи была бесполезной. Сражаться с големом тоже было бесполезно, потому что его сила была как у человека с деревянным мечом против танка. Голем внезапно сократил расстояние и напал, заставив Юхи отчаянно уворачиваться, прежде чем он упал в воду и выбрался на берег. Юхи начал терять сознание, но неожиданно увидел Хину. Он признался, что всегда пытался вырваться из-под власти деда, но понял, что не может жить без нее. Теперь он хотел, чтобы Хина приказала ему создать новую цепь. Хотя он знал, что это иллюзия, он был счастлив видеть Хину перед смертью. Но она все равно его подбадривала, обещая награду, если он выживет, и призывая его действовать. Очнувшись, Юхи решил, что сможет победить. Он схватил камень, наполнил его силой и смог нанести голему небольшую рану. Хоть и незначительную, но она убедила его, что он сможет победить, если будет наносить урон. Оказавшись в безвыходном положении на краю обрыва, Юхи прыгнул. Он использовал свои силы, чтобы смягчить падение, и приземлился целым и невредимым. Грязевой голем последовал за ним, но Юхи использовал свои способности, чтобы заставить его врезаться головой в землю и разбить его. Как только он начал праздновать свою победу, ему позвонил двоюродный брат и сообщил, что его дедушка находится в критическом состоянии. Юхи мельком увидел своего дедушку, но быстро ушел, думая, что 10 лет жестокого обращения не могут быть стерты несколькими месяцами перемен. Он считал, что дедушка никогда его не любил, но не предполагал, что его поступки, хоть и неправильные, все же были продиктованы любовью. Вспомнив счастливые моменты, которые он когда-то проводил со своим дедушкой, когда его родители были живы, Юхи почувствовал искру давней привязанности. Это заставило его попросить Ноя спасти его дедушку. Их договор был заключен. Вернувшись в город, Юхи встретил Хину в своем подсознании, и она решила наградить его поцелуем. Но как только она собралась это сделать, она исчезла, оставив Юхи разочарованным. Позже, во время пробежки с Хиной, они тренировались вместе. Юхи смог сделать 50 отжиманий, что придало ему уверенности в борьбе с грязевыми големами. В этот момент к ним подошел мужчина. Он представился как Ханджутсу, союзник правосудия. Появилась собака по кличке Люда, и группа поняла, что Ханджутсу тоже рыцарь. Ханджутсу признался, что уже некоторое время наблюдал за ними, но до сих пор не имел возможности познакомиться. Он извинился и пообещал, что они встретятся снова. В школе Юхи спросил Ноя, знает ли он Луда. Наэ признался, что его воспоминания о Луда были туманными до встречи с Юхи. В тот день Юхи размышлял о силе Ханджутсу, предполагая, что тот не очень силен. По дороге домой Юхи увидел, как Ханджутсу внезапно выхватил у Хины кошелек. Хина напала на Ханджутсу, но тот легко увернулся.
Луда объяснил, что ханжутсу был мастером боевых искусств и обычные приемы на него не подействуют. Ююхи хотел вмешаться, но не смог, поэтому использовал Луда как приманку, чтобы заставить ханжутсу остановиться. Ханжутсу замер, но Хина тут же ударила его ногой. Ханжутсу рассмеялся и сказал, что просто проверял силу Хины и посоветовал ей не полагаться только на физическую силу, потому что это не всегда эффективно. Вечером Ююхи и Хина снова разговаривали во сне. И Ююхи наконец получил поцелуй, о котором мечтал, укрепив свою решимость стать надежным союзником Хины. На следующее утро во время пробежки Хина покраснела, вспомнив сон, а Ююхи был по-настоящему счастлив. Позже Ююхи и Хина снова встретили ханжутсу в парке. Хина, все еще злясь на него за вчерашнее, быстро вызвала ханжутсу на дуэль. Пока они сражались, Ююхи спросил Луда, когда он в последний раз видел Наэ. Луда уклонился от вопроса, сказав, что Ююхи не хватает проницательности, чтобы по-настоящему защищать мир. Это привело к спору, а затем и к драке между Ююхи и Луда. Через некоторое время все, кроме ханжутсу, устали. Ханжутсу небрежно спросил Хину, читала ли она мангу, и выразил желание взять несколько книг. Когда ханжутсу вернулся домой к Хине, он был поражен, увидев Хинами, и влюбился в нее с первого взгляда. Однако Хинами осталась равнодушной и просто пригласила ханжутсу на завтрак. После еды ханжутсу взял почитать мангу и пошел домой. Тем временем Ю решил не рассказывать ханжутсу о своем плане уничтожить мир. Хине было все равно, ей нужен был только Юухи, и она считала его своим союзником. Юухи был рад этому и считал Хину ангелом. Внезапно у входа в магазин появился грязевой голем и начал преследовать Юухи. Юухи пытался убежать, но голем не отставал и нападал на него. Неожиданно появился ханжутсу, отразил удары голема и использовал свою силу, чтобы атаковать его слабые места – глаза. Ханжутсу быстро победил существо. Юхи понял, что ханжутсу был очень силен и мог помешать планам Хины. Ханжутсу заметил его кратковременную вспышку кровожадности, но решил, что это просто ревность, и предложил Юухи тренироваться вместе, если нужно. На следующий день во время тренировки ханжутсу спросил Хину о Хинами. Когда она не ответила, он попытался подкупить ее бесплатными обедами. Он также посоветовал Юухи начать тренироваться с ним, чтобы избежать опасностей в будущем. В школе Юухи узнал, что появился ханжутсу, и сказал, что он здесь, чтобы убрать территорию кампуса, так как он мастер на все руки. Ханжутсу воспользовался возможностью подойти к Хинами и осыпал ее комплиментами, что заставило Юухи подумать, что он похож на мошенника. После ухода Хинами ханжутсу вспомнил, что младший брат Хинами учился на год старше Юхи, но уже год не ходил в школу. Юхи спросил об этом ханжутсу. Ханжутсу объяснил, что его брат был за границей. Услышав, что Хинами это заинтересовало, ханжутсу сразу же побежал поговорить с ней лично. Юю понял, что лучшим способом справиться с ханжутсу будет использовать Хисаму в качестве приманки. Но Ной был недоволен поведением Юю, критиковал его за то, что он ведет себя как ребенок, который ломает все, что ему не нравится. Юю не стал спорить, потому что знал, что это правда. Вернувшись домой, Юю был шокирован, увидев, что ханжутсу спокойно сидит у него в комнате. Люда даже попытался пометить территорию на книжной полке Юю, заставив его вмешаться. Ханжутсу предложил посмотреть вместе аниме, надеясь, что это даст Юихи возможность обсудить это с Хиной. На следующий день, когда Юихи и Ханжутсу пришли к Хине на завтрак, они неожиданно встретили отца сестры. Он недавно вернулся из поездки. Сначала он удивился, увидев двух незнакомых мужчин, но тепло их поприветствовал, узнав, что они друзья его дочерей. Позже в тот же день ханжутсу пригласил Юю выпить. Он объяснил, что Хисама не пойдет, если Юю не присоединится. Хотя Юю согласился, он ясно дал понять, что не будет пить алкоголь. Однако во время ночной прогулки Юю все-таки выпил, хотя сначала отказывался. Их пьянку наблюдал отец сестры, который хотел посмотреть, как его дочери справятся с этим. Хисама рассказала, что они с матерью однажды ездили во Францию, чтобы лечить Хину. 3 года назад, узнав, что Хина выздоровела, Хисама вернулась в Японию, чтобы навестить младшую сестру. Однако, как только она вернулась, отец оставил Хину на ее попечение и исчез, чтобы заниматься писательством. Он возвращался домой всего несколько раз в год. Несмотря на то, что его книги хорошо продавались, Хисама призналась, что никогда их не читала. Она считала своего отца безответственным человеком, и это заставляло его вздрагивать, когда он слышал это в баре. Однажды ночью, после того, как Юю напился, он заметил, что его сестра и ханжутсу слишком пьяны, чтобы идти домой, и позвал Хину, чтобы она помогла им добраться до дома.
Их отец шел следом, и Хина спросила, не ненавидит ли ее сестра отца. Ягоми объяснила, что это не ненависть, а скорее то, что она не может заставить себя уважать человека, который бесцельно бродит по улицам, несмотря на свой возраст. Ханзюцу заметил, что взрослые часто улыбаются, чтобы дать детям надежду на то, что они вырастут. Юю вспомнил, как его отец и дядя всегда улыбались. На следующее утро Ханзюцу проснулся после неприятного сна и решил, что больше не будет колебаться. Он понял, что, возможно, переборщил с выпивкой прошлой ночью. Около полудня Хина пришла в гости к Юю, чтобы провести с ним время. Она узнала, что Юю любит читать книги, написанные ее отцом. Юю был потрясен, узнав, что отец Хины был автором его любимой серии книг. Вдруг позвонила Хинами и попросила Юю сводить Хину куда-нибудь до вечера, чтобы помочь ей с сюрпризом. Думая, что это свидание в кругу семьи, Юю спросил Хину, куда бы она хотела пойти, так как Хина была голодна, и Юю решил сводить ее в ресторан. Они пошли в семейный ресторан, где Хина заказала еду, а потом пошла в уборную. Пока Юю ждал, он с удивлением увидел отца Хины, который стоял позади него. После короткого разговора отец Хины спросил Юю, нравится ли ему Хина. Юю признался, что испытывает к ней безответные чувства, но он думал, что Хина видит в нем только друга. Отец Хины объяснил, что девочки обычно не рассматривают своих друзей как потенциальных романтических партнеров. Затем он спросил Юухи, кем тот хочет стать. Юухи ответил, что пока не определился, но когда-то мечтал стать полицейским. Удовлетворившись этим ответом, отец Хины попросил Юухи присмотреть за Хиной вместо него. Юухи попросил у него автограф, но отец Хины сказал, что вечером у Хины день рождения, и пригласил Юухи на вечеринку-сюрприз. Он пообещал подписать книги Юухи, если тот придет, но предупредил, чтобы тот не говорил Хине о сюрпризе. Позже Юухи повел Хину в кино, а потом в игровой зал. Когда они вернулись домой, Хина была в восторге от вечеринки-сюрприза в честь ее дня рождения. Она поняла, что на этот раз отец вернулся специально к ее дню рождения. Позже тем же вечером Юухи и Хина поднялись на крышу, чтобы поговорить. Она призналась, что хотела бы вырасти как все, но у нее не было такой возможности. Она рассказала, что ее внезапное выздоровление произошло благодаря духу королеве, который вселился в нее и дал ей силу. После окончания битвы она снова станет слабой. Поэтому она хотела забрать с собой весь мир. На следующее утро отец снова уехал, оставив Хонджутсу присматривать за Юухи и Хиной. Он сказал, что хотя Хонджутсу считает себя обычным человеком, он восхищается тем, как Хонджутсу создал образец героической справедливости для других. Перед отъездом он дал Хонджутсу 2 билета в кино, чтобы тот мог сводить Ханаму, чему Хонджутсу был очень рад, так как это означало, что отец принял его. Вечером Хонджутсу заметил, что Юухи не хочет тренироваться под его руководством. Юхи объяснил, что даже если бы он тренировался в ханзюцу, это были бы лишь заимствованные знания. Он хотел найти свой собственный способ контролировать свои способности. Ханзюцу пригласил Юхи выпить. По дороге домой Ханзюцу спросил, придумал ли Юхи имя для своей техники, но Юхи об этом не задумывался. Ханзюцу сказал, что хотел бы обладать способностью, как у Юхи, которая помогала бы ему убегать. Он признался, что понимает свои ограничения. Он всегда отстаивал справедливость, но не был готов безрассудно жертвовать собой ради других. С детства отец учил его ставить справедливость превыше всего, и Ханзюцу наивно верил, что сможет научиться летать. Но со временем он понял, как глупо было так думать. Юхи заметил, что Ханзюцу считал, что умение летать означает способность достичь чего угодно. Но Ханзюцу хотя бы понимал разницу между тем, что возможно, а что нет, и старался изо всех сил. На следующий день Юхи задумался над словами Ханзюцу, особенно когда тот спросил, действительно ли Юхи делает все возможное, чтобы поддержать Хину. Это подтолкнуло Юхи попросить Ханзюцу научить его, чтобы он стал хоть немного сильнее и мог лучше помогать Хине. Юхи спросил Ханзюцу, почему тот отказался быть героем справедливости. Ханзюцу ответил, что это из-за того, что он не умеет летать, но Юхи знал, что Ханзюцу не отказался бы от такого пути из-за чего-то столь незначительного. Затем Ханзюцу рассказал историю о собаке, которую он когда-то считал своей семьей. Однажды во время прогулки Ханзюцу увидел, как ребенок выбежал на дорогу, и его чуть не сбила машина. Пока он колебался, собака, не раздумывая, бросилась спасать мальчика и в итоге погибла. Ханзюцу винил себя за нерешительность и считал, что недостоин быть героем. Ханзюцу понял, что Хина и Юхи что-то замышляют и, возможно, станут врагами.
Он не стал расспрашивать их, но посоветовал Юхи стать сильнее, чтобы быть героем для Хины. Луда также упомянул, что если Юхи сможет победить Хандзюцу, то расскажет ему о прошлом Ной. Вскоре после этого группа почувствовала присутствие грязевого голема. Они решили его исследовать, подозревая, что он их поджидает. Когда они столкнулись с големом, он сразу же напал, но Хандзюцу отбросил его. Хина ударила его ногой, но голем полностью заблокировал удар и убежал. Юхи предложил разделиться и поискать его. Он решил пойти с Хандзюцу и объяснил, что големы всегда нападали на него, а не на Хину, а этот даже убежал, увидев ее, и, скорее всего, снова придет за ним. Хотя Юхи признался, что чувствует себя слабым и боится, что может подвергнуть опасности группу, Хандзюцу заверил его, что признание своих слабостей – это первый шаг к тому, чтобы стать сильнее. Хандзюцу рассказал, что часто представлял, как стоит на пути Юхи, и это был знак его инстинктов, что Юхи в конце концов его превзойдет. С этого момента Хандзюцу решил усиленно тренировать Юхи. Голем снова напал на Юхи, но тот сумел увернуться от его атаки. Затем он стал уклоняться от ударов Хандзюцу и в итоге бросился на него, когда Юхи споткнулся. Ханджутсу вмешался, оттолкнув Юон-А в сторону, но сам получил сокрушительный удар. Он упал с холма и лежал там тяжело раненый. Он доверил Люде исполнить свое последнее желание. Перед тем, как исчезнуть, Ханджутсу успел сказать несколько слов Ююхи, чем поверг его в шок. Через несколько мгновений Хина пришла и одним ударом уничтожила голема, из-за чего часть горы обрушилась. Этот инцидент показали в новостях вместе с сообщением о смерти Ханджутсу. В последующие дни Хина погрузилась в интенсивные тренировки, часто вспоминая Ханджутсу. А Хисами тем временем пришла к Юю-Он-У, чтобы поговорить. Она призналась, что, возможно, испытывала чувство к Ханджутсу, потому что едва не расплакалась, услышав о его смерти. Полагая, что Юю-Он тоже горюет, она обняла его, чтобы утешить. Юю-Он принял ее объятия, но не удержался и начал ее лапать, из-за чего Хисами оттолкнула его. Но, несмотря на это, они посмеялись над ситуацией. Хисами плакала, но заставила себя улыбнуться, чтобы показать, что пытается вести себя по-взрослому. Когда Юю-Он вернулся домой, Ной посоветовал ему поплакать, если хочется. Юю-Он подумал, что хотя когда-то хотел, чтобы Ханджутсу исчез, теперь он так не думает. Внезапно кто-то появился позади него и представился как Миказуки, младший брат Ханджутсу и рыцарь Хрома. Миказуки хотел сразиться с Юю-Он-Ом, но когда Юю-Он отказался, Миказуки убежал в слезах. На следующее утро Юю-Он пришел к сестре на завтрак и увидел там Миказуки. Тот пришел вернуть мангу, которую взял Ханджутсу, и даже съел порцию, которую Хисами приготовила для Юю-Он-А. В школе Ююхи с удивлением узнал, что Миказуки не только учится с ним в одном классе, но и пользуется популярностью у многих сверстников. Позже у Ююхи появилась возможность поговорить с Миказуки. Несмотря на смерть Хандзюцу, Миказуки не выглядел слишком расстроенным. Он заверил Ююхи, что смерть Хандзюцу не была его виной, объяснив, что Хандзюцу был всего лишь человеком. Миказуки посоветовал Ююхи не зацикливаться на смерти Хандзюцу, потому что их миссия по защите принцессы и мира продолжалась. Затем Миказуки предложил Ююхи поиграть в мяч, что оказалось предлогом для спарринга. Когда Ююхи не проявил интереса, Миказуки начал насмехаться над ним, говоря, что он слишком слаб, чтобы защитить принцессу, и провоцируя Ююхи на драку. Во время их боя Ююхи признался, что Хандзюцу погиб, защищая его. Услышав это, Миказуки решил победить Ююхи, чтобы доказать, что он сильнее Хандзюцу. Миказуки всегда стремился превзойти своего брата. И теперь, встретив Ююхи, которого тренировал Хандзюцу, он решил, что его новая цель – победить Ююхи. Однако посреди боя появилась Хина и легко отбросила Миказуки в сторону. Она была очень эмоциональна, когда продемонстрировала прием, которому научилась у Хандзюцу. Она запретила им драться снова. В этот момент появился еще один рыцарь. Это был Нагума, мужчина постарше, не тот, что носил повязку на глазу и владел оружием, которого они ожидали увидеть. Нагума объяснил, что всего рыцарей было 12. Он уже встретил 3 других – рыцарей Сову, черного кота и змею. Нагума напомнил им об их долге защищать землю от бисквитного молота и предупредил, что им придется пойти на жертвы, когда они столкнутся с врагами. Сказав, что они скоро увидятся, Нагума ушел, а Миказуки последовал за ним. Когда Ююхи и его группа возвращались домой, Ююхи размышлял о том, что ему предстоит провести еще 10 ночей, чтобы помочь Хине достичь своей цели. Хине тоже казалось, что однажды Юю бросит вызов и победит каждого из них.
Тем временем Микадзуки, как и ожидалось, вызвал Нагума на дуэль, но вскоре вернулся и пожаловался Ююхи, что Нагума, как и его лошадь, слишком быстр. Ююхи проигнорировал Микадзуки, настаивая, чтобы тот вышел из комнаты и заплатил за съеденную капусту. Позже Ююхи лежал в постели и думал о том, каким могло быть последнее желание Хэндзюцу. На следующее утро Ююхи заметил 2 грязевых големов на горе. Не сумев добраться до Хины, он связался с Нагума, который посоветовал группе сосредоточиться на одном големе за раз, так как сражаться с ними в одиночку было слишком рискованно. Ююхи вспомнил совет Нои о том, что рыцари должны действовать сообща. Тем временем Нагума снова столкнулся с Микадзуки. Микадзуки признал, что големы могут быть сильными, но настоял на том, чтобы сначала сразиться с Нагума. Хина быстро разобралась с одним големом. Удивленная его слабостью, она предположила, что остальные уже разобрались с горным големом, но не знала, что тот, которого она победила, не был полностью уничтожен. Нагума хорошенько избил Микадзуки, заявив, что он даже близко не стоит рядом с Хэндзюцу. Уязвленный этим замечанием, Микадзуки встал, чтобы продолжить бой. Тем временем Ююхи обнаружил второго голема. Казалось, что он не хочет сражаться. Поэтому Ююхи решил сразиться с ним один, но и заметил, что Ююхи находится в нестабильном психическом состоянии. Ююхи вспомнил о смерти Хэндзюцу. Он споткнулся, и его едва не сбила с ног девушка, которая оказалась змееподобным рыцарем Яка. И Ююхи, и Яка поняли, что голем сбежал, не собираясь сражаться. Вернувшись домой, Ююхи почувствовал себя потрясенным, осознав, что, хотя он считал себя сильным, вид того, как кто-то, кого он знал, превратился в безжизненное тело, лишил его мужества бороться. Позже Яка навестила Ююхи, представившись ей и ее спутнице-змее. Это она. Ной спросил ее, помнит ли она что-нибудь о прошлом, но она призналась, что это не так. Она рассказала, что во время предыдущей битвы рыцарь-змея погиб на ранней стадии, защищая рыцаря-ящерицу. Но извинился, выразив сожаление, что, несмотря на защиту, его рыцарь не смог продвинуться далеко. Она отвергла необходимость благодарности, указав, что не таит в себе никаких обид. Перед уходом Яка прямо сказал Ююхи, что ему больше не следует драться, так как он был только обузой для всех остальных. Позже Ююхи спросил Нои о том случае, когда его спасли раньше. Ной объяснил, что жертва Си была напрасной, потому что его рыцарь тоже вскоре погиб. Ююхи, не желая, чтобы смерть Хэндзюцу была бессмысленной, решил продолжить сражаться. На следующий день Ююхи обнаружил, что появился еще один грязевой голем. Он попытался найти его для битвы, несмотря на то, что Ной посоветовал ему остановиться и позволить Яка и Нагума разобраться с этим. Тем временем Хина столкнулась с грязевым големом, который сбежал днем ранее. Нагума, с другой стороны, обнаружил, что Микадзуки снова создает проблемы. Нагума думал, что Микадзуки усвоит урок, только если сломает ему руки и ноги. Яка, увидев безрассудные действия Юю, вырубил его, чтобы помешать вмешаться. Затем она столкнулась с грязевым големом, которого Хина не смогла уничтожить днем ранее. Юю, он понял, что слаб и бесполезен, но он не хотел продолжать полагаться на помощь других. Он хотел стать героем и сражаться. Он знал, что не должен чувствовать себя виноватым за то, что полагается на Кси и Люда, потому что сам был беспомощен. Но однажды он помог Ю спасти его дедушку. Поэтому Юю считал его своим близким другом и хотел сражаться с ним бок о бок. Решительно Ю бросился на грязевого голема и победил его. Его сила резко возросла, и он отбросил голема. В то же время Нагума использовал свои способности, чтобы сдержать Микадзуки и отбросить его. Однако Микадзуки, используя свои силы, создал множество похожих на подушки осколков, которые отскакивали и атаковали Нагума. К его удивлению, Ююхи смог использовать техники хандзицу и оттолкнул голема. Затем он снова ударил его, чем шокировал Ноя и Яка. Однако голем, который убежал раньше, вернулся, поглотил оставшегося грязевого голема и стал сильнее. Хина бросилась к нему и ударила голема по голове, но это не помогло. Собравшись с силами, она нанесла мощный удар, от которого голем отлетел в сторону. Ююхи понял, что хандзицу передал ему все свои боевые техники. Он был так взволнован, что заплакал. Яка сказала, что если бы не Ююхи, то она могла бы пострадать. Той ночью Ююхи увидел во сне свое небо, и вошла Хина, сказав, что хочет наградить его за то, что он стал сильнее. Но Ююхи подумал, что не заслужил этого, потому что стал сильнее не благодаря своим усилиям. Он считал, что недостоин награды. Но когда он проснулся, то понял, что сделал неправильный выбор. По дороге в школу Ююхи встретил Нагума, который посоветовал ему принять вызов Микадзуки, если тот появится, чтобы избежать проблем во время боя. Нагума также упомянул, что Яка хотела поблагодарить Ююхи за то, что он спас ее, и собиралась попросить у него номер телефона.
Юхи же считал, что его не нужно благодарить. В школе Микадзуки подошел к Юухи и вызвал его на бой. Юухи отказался, вспомнив предупреждение Хины о том, что рыцари не должны драться друг с другом. Кроме того, он был уверен, что техники хандзицу непобедимы, и не видел необходимости их проверять. Позже, когда Юухи вернулся домой, ему позвонила Яка и пригласила его на свидание. Юухи согласился, но внезапно вмешался Микадзуки, сказав, что он взял Яка в заложники и требует, чтобы Юухи пришел на дуэль. Юухи неохотно согласился на встречу, где обнаружил, что Яка цела и невредима. Она посоветовала Юухи принять вызов, предположив, что часть техник хандзицу может быть предназначена для того, чтобы Юухи передал их Микадзуки, своему младшему брату. После битвы Юухи понял, что еще не до конца освоил техники хандзицу. Микадзуки все еще не давал ему возможности догнать себя. Микадзуки заметил, что Юухи чем-то обеспокоен, и предложил ему немного подумать о том, чего он действительно хочет. Юухи все еще хотел уничтожить мир вместе с Хиной, но часть его души видела людей вокруг, и это заставляло его сомневаться. Микадзуки ушел, и Юухи уже собирался что-то сказать Яка, когда Микадзуки вернулся и позвал их посмотреть на что-то. К их удивлению, Микадзуки нашел тело грязевого голема, которого Хина отбросила накануне. Внезапно из рта голема появился человек, который сказал, что их битвы теперь будут намного сложнее. Ной узнал в этом человеке злого колдуна, с которым им предстояло сразиться. На следующее утро Юухи с удивлением обнаружил Хину и Мегума в своей комнате. Они пришли, чтобы познакомить его с рыцарем-котом, который представился как Хью. Затем они пошли перекусить, и Ююхи рассказал Нагума о том, что монстр-слизень все еще жив, и о встрече с колдуном. Нагума решил, что им нужно собрать всех для предстоящих сражений. Он спросил Юю о рыцаре Саве, и Нагума объяснил, что рыцарь Сава всего лишь ребенок и не подходит для сражений. Юю заметил, что у грязевых големов, с которыми он сталкивался, была своя особенность – определенное количество глаз. Он видел големов с 1, 2, 3, 4, 5 и 6 глазами, но никогда не встречал голема с 6 глазами. Нагума предположил, что кто-то очень сильный победил шестиглазого голема, иначе семиглазый не появился бы. По дороге домой Ююхи размышлял о том, что его техники ханджутсу будут бесполезны, если он не улучшит свою скорость. Позже Яка неожиданно пришла к Юю домой, чтобы приготовить ему ужин. Хина тоже зашла в гости. Яка пригласил ее остаться на ужин. После того, как они поели, пришел Микадзуки и сообщил, что нашел еще 2 рыцарей. Мачи рыцарь-черепаха и Субару рыцарь-курица. Знакомая курица упомянула, что обе девушки уже побеждали грязевого голема, но Субару уточнила, что это произошло благодаря жертве рыцаря меч-рыбы. На следующий день Юю понял, что им не хватает только 2 рыцарей. Он задумался о 3 легендарных рыцарях, о которых говорил Ной. Но внезапно перед ним появились 2 последних рыцаря. Юю быстро связался с Хиной и сообщил, что все 12 рыцарей собраны. Хина велела ему собрать всех. 2 новоприбывших рыцарей – Тёру, рыцарь-богомол, и Ханака, рыцарь-богомол, представились Нагума. Также был вызван рыцарь Сава, мальчик по имени Таю. Хина спросила Ююхи, любит ли он мир, полагая, что он остановит ее после битвы. Ююхи заверил ее в своей преданности и сказал, чтобы она не волновалась. Младшие рыцари, услышав о прошлых жертвах, занервничали, но Хина произнесла воодушевляющую речь, чтобы поднять им настроение. На следующий день Яка принесла Юю несколько фильмов. Он удивился, потому что не ожидал, что ей нравятся такие фильмы. Она упомянула, что Яка любит косплей, но та прервала его и ушла. Яка действительно любила косплей, но стеснялась показывать это другим, боясь, что они сочтут ее странной. Она отметила, что Яка не была такой замкнутой, когда они впервые встретились. Тогда их общение было похоже на шипение и рычание Юю. Сначала Яка пыталась прогнать его с помощью деревянного меча, но он попросил ее выслушать его. Услышав это, Яка решила сразу же загадать желание, не дожидаясь, пока окажется на грани смерти. Она пожелала, чтобы ее семья продолжала улыбаться, даже если ее не станет. Тогда она считала себя чудачкой, но теперь ее мнение изменилось. Тем временем Ююхи и Хина встретили Нагума во время его утренней тренировки. Он пригласил их на завтрак, хотя был безработным. За завтраком Нагума рассказал, что у него есть жена и сын, но сейчас они в разлуке. Раньше он был полицейским, но недавно уволился. Нагума стал рыцарем после того, как встретил рыцаря-лошадь, когда расследовал дело о нападении на невинных людей. Во время патрулирования со своим подчиненным Нагума услышал, как лошадь разговаривает с ним.
Вскоре после этого он услышал крики своего подчиненного и поспешил задержать преступника. Хотя его подчиненный был ранен, им удалось схватить нападавшего. Но когда они доставили преступника в участок, Нагума узнал, что это был сын начальника полиции, которого отец всегда защищал. В ярости Нагума ударил и отца, и сына, а потом уволился. Нагума заявил, что никогда не считал себя героем ни тогда, ни сейчас. Герой не стал бы прибегать к любым средствам, чтобы выжить и победить. Той ночью Ююхи снова увидел во сне Хину. Хина объяснила, что это был ее сон, и любой, кого она пригласит, сможет в него попасть. Тем временем выяснилось, что Хью, рыцарь-кот, тоже может попасть в царство колдуна Анимуса. Казалось, что Хью и Анимус давно знакомы. Кот-фамильяр знал об этом, но Хью не понимал, почему Анимус им заинтересовался. Позже Хью навестил Хаями, чтобы узнать о теории путешествий во времени и связанных с этим явлениях. Хотя в их эпоху такие концепции считались невозможными, Хью встретил Анимуса на обратном пути. Анимус знал, что Хью хочет раскрыть тайны Вселенной, и предложил помочь ему в этом, так как это совпадало с его собственными интересами. Анимус попытался убедить Хью бросить рыцарей и перейти на его сторону. Но тут появились Маки и Субару и прогнали Анимуса. Вернувшись, Хью понял, что Анимус снова его ищет. Когда они снова встретились, Хью прямо спросил, из будущего ли Анимус. Анимус не стал отрицать и сказал, что уничтожил мир будущего и теперь хочет вернуться в прошлое, чтобы увидеть истоки существования. Узнав об этом, Хью принял решение. Используя свои силы, он создал своего собственного грязевого голема, заявив, что хочет использовать свою мощь, чтобы принести счастье человечеству и уничтожить мимолетные желания Анимуса. К удивлению Хью, молодой Таю решил помочь Анимусу. Хао был изгнан с места встречи и решил пока не рассказывать о том, что Таю тоже там был, потому что хотел понять, почему Таю это сделал. Хао заметил, что Таю не очень-то хотел помогать Анимусу. Тем временем Юхи копал ямы в горах, чтобы ловить грязевых големов, и все еще пытался увеличить свою скорость. Неожиданно он наткнулся на коробку с письмом, адресованным ему. Автор письма объяснил, что они знали, что Юхи будет копать там, и поэтому закопали коробку. Юхи понял, что автором письма был покойный рыцарь-мечник, который умел видеть будущее. Микадзуки, в свою очередь, встретил на дороге Субару, и они решили объединиться, потому что оба искали Анимуса. Юхи нашел дневник, который оставил рыцарь-мечник, в котором подробно описывалась его жизнь. Рыцарь рассказал, что прожил 500 лет. В 5 лет он потерялся в море, и его вынесло на берег, где он встретил монаха, который стал его наставником. За годы тренировок он достиг просветления и пробудил в себе способность видеть все. Он мог предвидеть все, что происходит в мире. Но однажды монах привел к нему мальчика, осиротевшего во время войны. Мальчик хотел отомстить самураю, который разрушил его деревню. После обучения мальчик ушел, чтобы исполнить свою мечту, но вернулся побежденным и вскоре умер. На протяжении веков рыцарь-мечник обучал многих учеников, но все они в конце концов умерли. Их опыт научил его, что он не бог, а простой смертный. Однажды он встретил Макаи и Субару. Субару плакала, потому что Макай съела ее лакомство. Ночью они помирились, и Макай пообещала, что купит ей новое, если она уберет в парке. Они помирились, и он понял, что они будут его последними учениками. Его силы ослабли, и он встретил рыбу-меч, которая дала ему титул рыцаря. Рыцарь сказал рыбе-меч, что ему жаль, что они встретились, когда он был уже совсем слаб, и это потрясло рыбу-меч. Потому что он сказал, что ему осталось жить всего месяц. Рыцарь решил помочь ему оставить после себя как можно больше для других рыцарей. В течение этого времени рыцарь обучал Макаи и Субару боевым искусствам. Он научил их действовать как непобедимый дуэт. Один как щит, а другой как копье. Ближе к концу своей жизни он признался, что несмотря на то, что прожил 500 лет, он все еще боялся смерти. Когда Ююхи подошла к концу дневника, он перестал читать, уже зная, чем все закончится. Рыцарь оставил Ююхи последнее послание, чтобы она хорошо заботилась о принцессе. В это время Субару рассказала Микадзуки о битве между ее группой и шестиглазым грязевым големом. Однажды их учитель начал вести себя странно. Он рассказал им о намерениях грязевых големов убить их и повел девочек на гору. Он знал, что умрет, но дети будут в безопасности, и он хотел научить их сражаться. Но все пошло не так, как он планировал, когда грязевой голем нашел их и напал. Несмотря на то, что учитель использовал заклинание, чтобы защитить их, шипы голема пронзили его.
Он убеждал их найти способ дать отпор, и Макаи увел Субару в сторону, чтобы обсудить план. Тем временем Меч-рыба заметил, что урок мастера был неправильным. Вместо того, чтобы учить их смерти, он должен был учить их бороться и не сдаваться до самого конца, чтобы они жили без сожалений. Меч-рыба телепортировался, чтобы помочь девочкам, и ударил по голове грязевого голема, сказав им, что они должны его добить. Они работали вместе, создав прочный щит, который отражал атаки голема. Затем они превратили щит в оружие и уничтожили грязевого голема. После этого мастер напомнил им, что они должны дополнять слабости друг друга и работать вместе. Он сказал им передать Анимусу, если они его встретят, что даже он, всезнающий, был всего лишь смертным, а не богом. Девочки хотели попросить помощи, но мастер признался Меч-рыбе, что хочет, чтобы девочки превзошли его и продолжали двигаться вперед. Затем он умер, присоединившись к своим прежним ученикам и ожидая девочек на той стороне. Субару была очень расстроена, потому что никто не знал, откуда пришел ее мастер. Люди вели себя так, будто его никогда не существовало, хотя это было не так. Миказуки восхищался мастером и жалел, что не встретил его раньше. Через несколько дней Ююхи и Хина тренировали Ханака и Тёру. Ной предложил, чтобы вместо того, чтобы сосредотачиваться на атаках, они больше тренировались в уклонении, чтобы повысить свои шансы на выживание. Хина согласилась и решила, что они будут тренироваться уклоняться от ее атак. Во время тренировки неожиданно позвонил Миказуки и уговорил Ююхи поехать с ними в летний лагерь. Хина заинтересовалась, и они отправились на пляж. Таю и Нагума пошли рыбачить, а Таю, Юхи и Ханака остались на берегу, потому что никто из них не умел плавать. Ребята позвали их в воду, но троица отказалась, пока не позвала Хина. Юхи сразу же побежал к ней. В тот вечер Микадзуки предложил мальчикам выпить пиво, но Таю предпочел поиграть в видеоигры, а двое взрослых пошли в сауну. Так как Таю был несовершеннолетним, он остался с водой. Микадзуки спросил, встречается ли Таю с Ханака, но Таю ответил, что они просто друзья детства. Однако Таю-мышь заметил, что они так близки, что Ханака даже залезает к нему в окно. Ной добавил, что Хина часто забирается в комнату Юухи, и Микадзуки начинает ревновать и уходит. «Кто-нибудь, пожалуйста, спасите эту ворону!» — воскликнул он. Юухи пошел прогуляться перед сном, а Микадзуки столкнулся с Субару, который посоветовал ему серьезнее относиться к жизни. Прогуливаясь по пляжу, Юухи заметил Хину, возвращающуюся с моря. Она экспериментировала со своими способностями, чтобы изучить их потенциал. Яка, проходя мимо, услышала, как Хина сказала, что хочет уничтожить этот мир. Однако Яка решила пока ничего не говорить, потому что у нее были чувства к Юхе, и она хотела лучше разобраться в ситуации. На следующее утро было обнаружено присутствие грязевого голема. Группа поднялась на гору и вскоре встретила того же семиглазого монстра, что и раньше. Внезапно появился Анимус, схватил Юухи и Хину и телепортировал их в море. Микадзуки последовал за ними, оставив Нагума сражаться с монстром. Анимус сказал, что пришел поговорить с Юухи и Хиной и не хотел причинять им вреда. Тем временем рыцари сражались с неумолимым чудовищем. Он двигался без устали, не останавливаясь, и группе пришлось искать временное убежище. Хью хотел найти способ подобраться к монстру, у него уже был план. Группа быстро переместилась, чтобы отвлечь существо и дать Хью возможность, хотя они не были уверены, что смогут победить монстра, не рискуя своими жизнями. Тем временем Анимус рассказал Ююхи, что Хиной, которая вселилась в душу, на самом деле была Анимой, его младшей сестрой. Однако Анима не была его сестрой в привычном смысле, она была создана из избыточной энергии Анимуса. Анимуса озадачивало, зачем Анима устроила эту игру, чтобы помешать ему. Ююхи наконец понял, почему молот не разрушил мир сразу же. Анимус тоже был связан правилами, которые установила Анима. Однако Хина не была анимой и не понимала его слов. Она бросилась вперед и нанесла мощный удар по морю, разбрызгивая воду во все стороны. Это привлекло внимание семиглазого монстра, и Хаю смог подобраться ближе. Ему удалось извлечь часть ядра существа, но оно быстро повернулось, чтобы атаковать Яка. Нагума усилил деревянный меч Яка, чтобы помочь ей выжить. Затем Хаю понял, что глиняный голем, которого он создал ранее, был поглощен монстром, и он не мог полностью восстановить его. Воспользовавшись моментом, Мачи и Субару создали оружие и нанесли удар по существу. Все рыцари объединили свои силы, чтобы нанести последний мощный удар и уничтожить монстра. Ююхи вернул Хину на берег, и тут появился Микадзуки, но обнаружил, что Анимус сбежал.
Когда Мегума сообщил о победе над монстром, Микадзуки был еще больше шокирован. Мегума наказал его за то, что он бросил своих товарищей по команде, заявив, что Микадзуки будет единственным, кому не разрешат поесть на праздничном ужине вечером. На следующий день Ююхи заметил, что Хью создал двухглазых глиняных големов для тренировок рыцарей. Хотя эти существа были не очень сильными, тот факт, что Микадзуки смог справиться с одним из них, показал, что он не так слаб, как кажется. Юю сказал Микадзуки, чтобы тот отдохнул, и он мог бы попробовать. Вспомнив слова Хины о нераскрытом потенциале Микадзуки, Юю попытался превратить его способности в оружие, похожее на технику ханжутсу. Ему это удалось, и он повредил монстру руку. На следующий день Хина неожиданно пришла к Ююхи домой и попросила разрешения пожить у него, так как она только что сбежала из дома. Юю сразу согласился. Хина объяснила, что ушла, потому что ее мать недавно вернулась. Вскоре появился Хисама, чтобы забрать Хину, обвиняя ее в том, что она доставляет Ююхи неприятности. Ююхи хотел возразить, но замолчал под строгим взглядом Хисамы. Когда Хина отказалась возвращаться, Хисама решил отвезти Ююхи к ней домой, чтобы они не виделись. Она разрешила Юю остаться в комнате ее отца. Ной заметил, что у Хины и ее матери, похоже, не очень хорошие отношения. Позже Ююхи позвонили по телефону, и его дядя спросил, собирается ли он приехать домой на лето, так как его дедушка сейчас чувствует себя намного лучше. Не готовый встретиться с дедушкой, Юю сказал, что перезвонит позже. Той ночью Юю приснилась Хина, которая сказала, что не хочет видеть свою мать, потому что та всегда занята своей работой врача. Хотя Хина понимала, что ее мать посвящает себя помощи другим, она чувствовала себя обиженной из-за того, что у матери не было на нее времени. Тем временем Хисама разговаривал с кем-то, кто, похоже, был анимой внутри Хины. Хисама рассказала, что они с матерью провели много времени во Франции, пытаясь найти лекарства для Хины. То, что они виделись с Хиной только 2 раза в год, когда она была маленькой, казалось, и стало причиной эмоциональной отстраненности Хины. На следующее утро Ю разбудил Хисаму, чтобы передать сообщение Хины, что она не придет завтракать. На тренировочной площадке группа жаловалась, что Микадзуки монополизировал тренировочного голема, не давая другим тренироваться. У Ююхи не было другого выбора, кроме как ждать, пока Микадзуки устанет. Хисама продолжала уговаривать Хину вернуться домой, но та отказывалась. Вечером Хисама подошла к Ююхе, чтобы выпить пиво. Ююхи спросила, почему Хина избегает свою мать, и Хисама ответила, что это началось 4 года назад, еще до того, как Хина поправилась. В то время Хина неожиданно серьезно заболела и неделю пролежала без сознания. Хисама вернулась домой одна, потому что их мать была во Франции. Это, похоже, стало причиной разлада между матерью и дочерью. Хисама спросила Ююхи, не ненавидит ли ее Хина, потому что не понимала, зачем ее матери понадобилось ехать во Францию, и боялась, что Хина будет на нее обижаться. Думая, как бы Ханзюцу поступил в такой ситуации, Ююхи предложила спросить Хину напрямую. Она посоветовала Хисаме не относиться к Хине как к ребенку и быть с ней откровенной, напомнив, что нужно улыбаться. Ююхи оставила Хисаму наедине с Хиной. Но через некоторое время Хисама вернулась и сказала, что Хина уснула, не успев поговорить с ней. Однако Хисама выглядела более жизнерадостной. На следующий день Ююхи сказала Хине, что ее мать уезжает вечером. Хина пообещала вернуться домой вечером, и Хисама пошла поговорить с ней. Ююхи вышла, чтобы оставить их наедине. Хисама извинился перед Хиной за то, что уехал во Францию без особой цели. Хина призналась, что избегала свою семью, потому что чувствовала себя виноватой, считая, что из-за ее рождения их семья распалась. Хисама запретил Хине думать об этом и извинился за то, что заставил ее так себя чувствовать. Хина тоже извинилась, и сестры уладили свои разногласия. Однако Хина еще не была готова встретиться с матерью. Ююхи последовал за ней и убеждал вернуться, но она боялась, что мать больше не будет ее любить. Хина перепрыгнула через реку, и Ююхи, используя свои способности, последовал за ней, уверяя, что если ей страшно, то он пойдет с ней. Когда они вернулись, мать Хины подбежала к ней и обняла ее. Плача, семья помирилась, и вечером Ююхи позвонил своему дяде и сказал, что навестит дедушку. На следующее утро во время тренировки Ююхи увидел, что Хина привела с собой кого-то незнакомого. Ной сразу узнал в ней принцессу Аниму. Но Аним, похоже, не обращала на Ноя особого внимания. Хина не понимала, почему Анима появилась рядом с ней тем утром. Ююхи рассказал группе о присутствии анимы. Большинство отнеслись к этому равнодушно, но рыцари-звери тяжело вздохнули. Когда Ююхи пошел перекусить, он заметил, что за дверью есть коридор. Ной понял, что это сделала анима. Ююхи прошел по коридору и внезапно оказался в другом измерении, куда перенесли и остальных членов группы.
Яка была смущена, потому что не успела переодеться из своего костюма для косплея. Когда все собрались, Анима призвала коня Нагума и приказала ему отвезти Нейла. Она превратила его в единорога. Официально назначив Нагума легендарным рыцарем-единорогом, Анима закрыла пространство. Вернувшись домой, Ююхи понял, что 12 рыцарей-зверей разделились на 3 группы, и из каждой группы случайным образом выбрали по одному человеку, чтобы они стали легендарными рыцарями. Нагума был первым, а личности 2 других остались неизвестны. Внезапно появился восьмиглазый грязевой голем. Хина позвонила и сказала, что не может присоединиться к битве, потому что Анима лишила ее сил. Она попросила рыцарей только об одном – не умирать. Группа собралась на горе, где они столкнулись с Анимусом и восьмиглазым монстром. Микадзуки быстро оттащил 2 девушек подальше от монстра. Хью послал своего голема в бой, но монстр одним ударом разрушил его шипастым хвостом. В этот момент Нагума спикировал с неба, как ракета, и разрубил шипастый хвост Анимуса, монстр сбежал, оставив рыцарей в безопасности. На тренировке Хаю создал 3-глазого грязевого голема с рукой на голове, чтобы помогать рыцарям. Его основным оружием были острые зубы. Ююхи узнал, что Хару может повышать температуру молекул, чтобы создавать огонь, а Ханака может замораживать предметы. Ююхи и Ханака не хотели раскрывать свои техники, но большинство других считали, что это делает их круче. Когда Ююхи вернулся домой, он с удивлением обнаружил, что Анима висит вверх ногами на потолке. Он спросил, что она там делает, и Анима ответила, что хочет есть. Ююхи дал ей чашку лапши быстрого приготовления, но этого было недостаточно, и она потребовала еще. Ююхи согласился, только если Анима расскажет ему, как помочь Хине. Анима объяснила, что еда восполняет ее энергию, которую она передает Хине. Но и предложил позвать Яка и Тёру, чтобы они приготовили, так как оба были опытными поварами. Анима быстро создала портал и перенесла их сюда. Яка был смущен, что его снова застали в костюме. После того, как они приготовили еду для Анимы, Тёру спросил, кто были те 2 других легендарных рыцарей. Анима отказалась раскрывать их личности, оставив всех в недоумении. В тот же день Ю отправился на гору, чтобы вырыть ямы для поимки восьмиглазого монстра. Он вырыл несколько ям, чтобы увеличить шансы на успех. Мимо проходил Микадзуки, и Ю пригласил его выпить пиво. На следующее утро Анима и восьмиглазый монстр появились снова. Рыцари-звери быстро собрались. Нагума заметил, что у монстра вырос новый хвост, и нанес первый удар, используя технику удара ногой. Однако все видели, что Нагума торопился, и в итоге его отбросило в сторону. Остальным пришлось вмешаться, чтобы поддержать его. Нагума было неловко, что он пытался покрасоваться перед младшими членами команды и потерпел неудачу. Тёру плеснул водой в морду монстра и поджег его, заставив запаниковать. Грязевой голем Хью ненадолго сдержал монстра, но тот быстро развернулся, создав торнадо для контратаки. 2 девушки объединили свои силы, чтобы ударить монстра, когда он атаковал, но промахнулись. Нагума использовал свои способности, чтобы обездвижить монстра. Когда монстр был обездвижен, группа легко победила его. Позже Анима сообщил Хине, что рыцари-звери победили грязевого голема. Затем Анима отправился на поиски еды. История переключилась на Тёру и Ханака. В обычный день они неожиданно стали рыцарем-мышью и рыцарем-богомолом. Рыцарь-мышь заметил, что Ханака была сдержанной и эмоционально отстраненной, что, по его мнению, соответствовало архетипу рыцаря-богомола. С богомолом часто объединялись храбрые люди, а с мышью – трусы. Тёру задумался, что бы ему загадать. В тот вечер он узнал, что Ханака загадала смерть преступника, о котором говорили в новостях. Мышиный рыцарь был недоволен и предупредил, что желание смерти другим повлечет за собой кармические последствия. Ханака же была спокойна и сказала, что готова принять последствия. Тёру загадал, чтобы Ханака однажды выжила после смертельного ранения. Мышиный рыцарь объяснил, что условием для этого желания было то, что Ханака должна быть в сознании, когда получит ранение, иначе желание не сработает. Вернувшись в настоящее, Тёру понял, что чувствует к Ханака, но она не замечала его чувств. Во время вечеринки с Ююхи и Микадзуки Тёру предложил Ханака выпить с ними. Хина зашла вернуть книгу, которую брала почитать, и осталась ночевать в комнате Ююхи. Микадзуки подшучивал над ними, но Ююхи и Хина объяснили, что это произошло из-за определенных обстоятельств той ночью. Хина предложила посидеть на крыше, чтобы остыть. Позже Тёру пригласил Ханака присоединиться к нему на крыше, но она не заинтересовалась. В ту ночь Тару не мог уснуть и думал, стоит ли признаваться в своих чувствах.
На следующее утро Тару тренировался, чтобы лучше владеть своими способностями, вдохновленный техниками Ююхи. Внезапно появился еще один грязевой голем. На этот раз это был голем-копейщик с группой приспешников поменьше. Команда быстро собралась, чтобы противостоять новой угрозе. Мелкие приспешники быстро набросились на них, оттеснив тех, кто мог атаковать, и разделили 2 мужчин и 2 девушек от остальной команды. Зная, что нужно разобраться с мелочью, они решили быстро с ними расправиться. Тем временем Хина бросилась в бой с грязевым големом, но из-за того, что он хорошо владел как атакой, так и защитой, ей было сложно одержать верх. Ююхи пришла ей на помощь. Тёру попытался атаковать голема огнем, но неожиданно сам попал под удар. Благодаря недавно освоенным навыкам ему удалось увернуться. Однако, заметив, что Ханака находится в зоне досягаемости голема, Тао использовал свою силу, чтобы защитить ее. Оба были ранены големом. В последние мгновения своей жизни Тао признался Ханака в своих чувствах, о которых она давно знала. Затем Тао выпустил огненную струю, заставив голема отступить. Его желание исполнилось, и он спас Ханака, но рыцарь-богомол спросил, почему Тёру пожертвовал собой, зная, что Ханака выживет, считая его смерть ненужной. Тем временем группа Нагумы все еще была окружена врагами. В этот момент появился Микадзуки и приказал им сосредоточиться на обороне, пока он разбирается с ситуацией. Используя свои способности, Микадзуки создал несколько платформ для передвижения. Однако вместо того, чтобы использовать их для передвижения, он превратил их в копья, похожие на стиль хандзюцу, и уничтожил множество врагов. Оставшиеся приспешники сбежали, оставив Микадзуки без сил. Когда они собрались, все были потрясены смертью Тару. Нагума приказал группе возвращаться, а сам остался, чтобы закончить дело. Девочки были убиты горем из-за смерти Тёру. Тао был потрясен, а рыцарь Черный Кот спросил, почему Хаю и Нагума кажутся такими спокойными. Хаю, однако, заметил, что в такие моменты никто не может быть по-настоящему сильным. Позже Нагума попросил свою бывшую помощницу разобраться с Тао. Она неожиданно сообщила, что начальство приказало ей удалить номер Нагума из телефона Тао, и упомянула об игре, что заставило Нагума заподозрить вмешательство анимуса в дела полиции. Тем временем Микадзуки тренировался усерднее, чем когда-либо, а Ханака не проявляла никаких эмоций из-за смерти Тао. Ей нужно было время, чтобы осознать пустоту, оставшуюся после его ухода. Ханака не считала Тао настоящим рыцарем, готовым рискнуть всем ради спасения Ханака, несмотря на то, что она выживет благодаря его желанию. Анима внезапно подошла к Ююхи и спросила, хочет ли он получить силу. Ююхи согласился и взял ее за руку, но тут же оказался лицом к лицу с Яко. Анима объявила, что они будут сражаться, чтобы определить, кто унаследует силу легендарного рыцаря. Оба, движимые собственными причинами стать сильнее, решили не сдерживаться. Яко использовала свою способность управлять деревянными мечами. Она атаковала издалека, а Ююхи пытался приблизиться, но Яко каждый раз отталкивала его и сбивала с ног. Ной заметил, что Ююхи все еще не решается сражаться, сдерживаемый неуверенностью и убеждением, что он не сможет защитить других, несмотря на унаследованную силу ханджутсу. Ююхи подумал, что, возможно, будет лучше отдать силу Яко. Затем Анима превратила ее в дракона. Яко призналась, что любит Ююхи, и пообещала остановить его, если понадобится. Вскоре после этого группа вернулась. Тем временем Ханака в отчаянии попыталась отказаться от рыцаря Манти, как Ююхи в прошлом. Но это было бесполезно. Манти-рыцарь не мог винить ее, потому что это был один из редких случаев, когда Ханака проявляла эмоции. Она вышла из дома без зонта, несмотря на надвигающийся дождь. Ююхи отправился на гору, чтобы засыпать ямы, которые он выкопал, считая их бесполезными. Там он встретил Микадзуки, который решил помочь ему. На обратном пути они неожиданно столкнулись с хэнджутсу. Микадзуки тут же нанес быстрый удар ногой, а Юхи использовал свои способности, чтобы атаковать. Они обвинили анимуса в том, что он зашел слишком далеко. Оказалось, что это был 11-глазый голем. Юхи, не зная, где находятся 10- и 11-глазые големы, был удивлен, когда 11-глазый заговорил, и выяснилось, что они уже встречались с 10-глазым големом. Затем 11-глазый голем превратился в Хину, и они оба на время отступили. Позже Юхи рассказал об этом Нагума и посоветовал ему тщательно проверять способности каждого, прежде чем принимать какие-либо решения. Тем временем Ханака столкнулась с проявлением Тёру. Они сели и поговорили. Ханака вспомнила, как в детстве Тёру всегда был рядом с ней, но часто плакал, когда что-то случалось. Даже когда она падала и ушибалась, Тёру плакал из-за нее. Со временем его слезы, казалось, впитывали ее грусть.
Ханака всегда считала себя старшей сестрой, которая должна заботиться о нем. Она представляла, как они вместе поступят в университет. Но когда Тёру решил окончить школу и вместо этого заняться кулинарией, Ханака начала терять ориентиры. Она часто улыбалась за Тёру, но, видя его искреннее счастье, чувствовала себя опустошенной. Чтобы снова обрести эмоции, она решила быть рядом с ним. Ханака поняла, что этот Тару был не настоящим, но все равно была благодарна ему за то, что он помог ей восстановить эмоциональное равновесие. Затем голем ушел, пообещав встретиться с ней на поле боя в следующий раз. Вскоре после этого снова появился девятиглазый голем, и вся ночная команда собралась в черных одеждах, чтобы почтить память Тёру. Однако Хина не смогла прийти. Ханака, теперь готовая к тому, что ее ждет, коротко подстриглась и решила перестать быть книжным червем и стать воином. Миказуки начал подозревать, что приспешники девятиглазого голема были частью его плана, и группа стала внимательнее следить за обоими големами. Тем временем Мегума и Яко приняли свои легендарные формы рыцарей и вступили в бой. Ханака подошла к Анимусу и попросила оставить девятиглазого голема ей. Анимус согласился. Во время боя Яко и Нагума заблокировали оружие голема, а Миказуки атаковал его полем из копий. Хью поставил другого голема, чтобы блокировать копье монстра, и в итоге сломал его. Группа начала атаку, заставив монстра отступить. Но Ханака поджидала его в конце пути и выпустила шквал ледяных копий. Она вложила все свои эмоции в последний удар. Но и заметил, что хотя Ханзюцу и рыцарь-рыба-меч пользовались большим уважением, Тору был любим всеми. Вдохновленная его наследием, Ханака решила поступить в кулинарную школу вместо него. Однажды в школе Миказуки удивил Ююхи предложением высокооплачиваемой и легкой подработки. Заинтригованный, Юю согласился, и его приняли на работу в офис, где он будет работать телохранителем. Босс, знакомый с братьями Ханзюцу, сразу же нанял Ююхи, узнав, что он был учеником Ханзюцу. После этого Ююхи наслаждался стейком, и Миказуки пригласил Хину присоединиться к ним. Хина, в свою очередь, привела с собой Аниму. За ужином Миказуки рассказал историю о своих школьных днях, когда Ханзюцу учился в колледже. Миказуки часто хвастался своими победами в уличных драках, но Ханзюцу говорил, что это бесполезно для получения работы. Чтобы доказать свою точку зрения, Ханзюцу продемонстрировал, что Миказуки еще многому предстоит научиться. Миказуки объяснил свое поражение тем, что Ханзюцу старше, и предложил провести еще один бой, когда Миказуки подрастет. Однако Миказуки считал, что у Ханзюцу есть какой-то секрет, и начал следить за ним. Однажды Миказуки был пойман группой бандитов, которые решили, что он шпионит за Ханзюцу по чьему-то приказу. Они допросили его, но Миказуки разозлил их, и его схватили. Бандиты хотели узнать, что связывает Миказуки с Ханзюцу, который мешал их делам. В конце концов Ханзюцу нашел их и в одиночку расправился с ними, а Миказуки спас. Затем он привел Миказуки к боссу, который занимался всем, от безопасности до разрешения споров. Увидев потенциал и желание Миказуки превзойти Ханзюцу, босс предложил Ханзюцу обучить его. В течение следующих 6 лет Миказуки стал достаточно сильным, чтобы бросить вызов Ханзюцу в напряженном поединке, в котором последний едва держался. Увидев талант Миказуки, Ханзюцу решил брать его с собой на подработку. История заканчивается тем, что Хина засыпает, а Юю чувствует прилив сил и договаривается с Миказуки о реванше на выходных. Анима заявляет, что победитель дуэли получит право встречаться с Хиной. В ту ночь Ной спрашивает Ююхи, верит ли он, что сможет победить, на что Ююхи отвечает, что он должен победить, потому что с этого момента он планирует еще больше тренироваться с Миказуки. К выходным Миказуки рассказывает 2 девушкам о своем поединке с Ююхи. Рыцари-вороны предлагают рыцарям-воронам что-нибудь сказать. Но Миказуки вспоминает, как однажды рыцарь-ворон ничего не сказал, когда он использовал свое желание в Индии. Там он увидел, как молодая девушка выступала для него, но ему нечего было ей дать. И вот он загадал, чтобы у него была буханка хлеба. 2 девушки считают Миказуки настоящим чудаком. Тем временем Тею приносит книги 11-глазому существу, чтобы помочь ему узнать больше об окружающем мире. 10-глазые глиняные куклы постоянно появляются из ниоткуда, излучая ауру, которая привлекает рыцарей. Группа быстро собирается и поражается количеству этих существ. Они подозревают, что где-то есть главный источник, и если его не уничтожить, глиняные куклы будут появляться снова и снова. Хина бросается в бой и уничтожает всех. Анимус смеется и решает уйти. Начинается дождь, и Юю думает, что Миказуки отложит дуэль.
Но Миказуки настаивает на том, чтобы сразиться. Они оба неожиданно попадают в мир аниме, которое хочет посмотреть на их бой. Юю снимает очки и нападает на Миказуки, который создает свою уникальную формацию, чтобы маневрировать в воздухе. Юю отвечает, используя свои способности, чтобы врезаться в Миказуки, который наслаждается боем. Миказуки понимает, что Юю наконец-то получает удовольствие от сражения, чего ему так не хватало. Затем Юю прыгает вперед, хватает Миказуки, выбивает его из формации и сильно ударяет о землю. Дуэль заканчивается, и Миказуки возвращается в додзе. Признавшись, что ему понравился бой, Миказуки встречает двух девушек и думает, что Юю теперь на свидании с Хиной. Но Макая замечает, что у Миказуки уже есть два цветка, и ему не нужно бегать за Хиной. Миказуки решает, что иногда будет проводить время с обеими девушками. А Юю жалеет, что ему приходится платить за неуемный аппетит двух девушек. На следующий день рыцари собираются, и Хью рассказывает, что ему удалось частично разгадать правила игры. У каждого монстра, похоже, есть свое уникальное имя, и появляются они в определенный месяц. Он предполагает, что всего монстров 12, и пока подтверждено, что побежден только 9-й монстр, а значит осталось еще 3. Вскоре история переключается на двух девушек, Маки и Субару. Однажды вечером, когда Юхи ест рамен, он неожиданно встречает Маки и Таю. Молодой Таю спрашивает, какие желания загадали девушке, но Маки держит это в секрете, а Юхи открыто делится своим. Таю ищет вдохновение для своего желания, так как он еще не использовал его. Позже Субару, как обычно, убирает в комнате Маки. В ту ночь Маки усердно тренируется. Она считает, что не подходит для интеллектуальных задач, как Субару, Юхи или Хаю, поэтому она старается стать сильнее, чтобы защитить Субару. Когда она станет достаточно сильной, она надеется забрать Субару у Микадзуки. Они никогда не обсуждают свои желания, уважая личное пространство друг друга. Мачи вспоминает, как полгода назад она впервые встретила рыцаря-черепаху и привела его показать Субару. Но Субару уже познакомилась с рыцарем-цыпленком. Вместе они представили своих рыцарей мастеру, который посоветовал им прислушиваться к тому, что говорят их рыцари. Оба рыцаря были удивлены, что мастер смог предсказать, что он станет рыцарем рыбой-мечом. В ту ночь они загадали желание, чтобы быть счастливыми. Тем временем Таю снова приносит книги 11-глазому существу, но глиняные куклы появляются снова и сразу же нападают на него, вынуждая Таю бежать. Рыцарям снова пришлось собраться, чтобы уничтожить глиняных существ. Хотя задание было не слишком сложным, они не были уверены, что кому-то удалось сбежать. Однако Хина заметила, что эти существа стали сильнее, чем раньше. На следующий день, когда Юухи вышел прогуляться, Ноэ спросил его, что он собирается делать с признанием Яка. Юухи сделал вид, что не понимает, и сказал, что не хочет об этом говорить. Вскоре после этого он снова встретил Яка. Несмотря на неловкость, Яка решил вести себя так, будто никакого признания не было. Тем временем Тэю отвел 11-глазое существо в кино, чтобы помочь ему освоиться. Существо заметило, что, будучи глиняным, оно может испытывать не сочувствие к потере, а любопытство и желание исследовать. Оно также заметило, что Таю не был близок со своими сверстниками. Они провели вместе весь день, и 11-глазое существо предложило поменяться местами с Таю на один день, чтобы посмотреть, заметит ли кто-нибудь разницу. Позже Таю поднялся на гору и встретил Анимуса, который дал ему спальный мешок на ночь. Таю вспомнил, как впервые встретил рыцаря Сову, когда пожелал, чтобы все было уничтожено, и Анимус подошел к нему. Анимус рассказал, что предыдущий рыцарь Сова тоже служил ему и предложил Таю союз. На следующее утро 11-глазое существо вернулось, поняв, что реальная жизнь и кино сильно отличаются. Внезапно глиняные существа появились снова и атаковали, заставив рыцарей перегруппироваться. Они заметили, что существа стали сильнее и их стало больше. Хью приказал всем отступить, чтобы проверить кое-что. Он послал своего глиняного клона сражаться, но тот был побежден существами, которые стали значительно сильнее. На этот раз Хаю пришлось активировать механизм самоуничтожения своего клона, чтобы уничтожить этих существ. Несколько дней спустя Миказуки гулял по горам и наткнулся на Таю, который попал в одну из старых ловушек Юю. Когда Миказуки спросил, что Таю там делал, Таю, боясь, что его раскроют, сказал, что тренировался. Миказуки поверил ему. Примерно в то же время Юю снова встретил двух девушек в магазине рамена. Позже Таю ушел с Миказуки, который пригласил его к себе домой выпить. Увидев там двух девушек, Юю сказал, что хочет вернуть им книгу их хозяина. В итоге они вместе поужинали. Таю, похоже, понравилась оживленная атмосфера.
Той ночью Миказуки проводил 3 детей домой. 2 девушки отдали Таю книгу хозяина, сказав, что они уже достаточно узнали из нее и хотят передать ее дальше. После того, как девушки ушли, Миказуки выразил беспокойство, что родители Таю могут волноваться за него, но Таю ответил, что его семья совсем не такая. В этот момент за Таю приехал отец, и Миказуки ушел. Позже Таю попросил 11-глазое существо перестать вмешиваться, хотя оно просто хотело проявить заботу о нем. Оно также выразило желание прочитать книгу, но Таю оставил ее себе, чтобы прочитать первым. Таю надеялся, что скоро на мир обрушится метафорический молот. Через несколько дней рыцари снова столкнулись с глиняными существами, которые эволюционировали. Они заметили одно существо среди них и быстро атаковали его. Хина удивилась, когда это существо превратилось в мультяшного персонажа, которого она любила. Одним ударом ножа существо открыло проход, позволив другим монстрам разделить рыцарей. Большинство из них смогли справиться с ситуацией. Ханака нашла источник воды, чтобы использовать свои способности, а 3 детей перегруппировались и держались вместе. Только Хина и 2 легендарных рыцаря сражались с 11-глазым монстром, способным менять облик. Нагума приказал Яко помочь остальным. Когда она убежала, 11-глазое существо напало на нее, вынудив Хину и Нагума прикрывать ее. Тем временем Юю решил не сражаться, а вместо этого использовал свои способности, чтобы найти остальных. Он столкнулся с Миказуки, который думал так же. 3 детей сбежали вниз с холма, но Субару подвернул лодыжку. Они укрылись в ближайшей пещере. В конце концов, Яко нашла Ханака и спасла ее, чтобы они могли присоединиться к остальным. 11-глазое существо приняло облик Хисамы, чтобы остановить Хину. Когда Нагума бросился в бой, оно превратилось в его сына. Но Нагума не растерялся и ударил его без колебаний, не поддаваясь на уловки. Затем появился Хаю на своем глиняном конструкте, чтобы поддержать Хину и Нагума. Тем временем Тею, прятавшийся в пещере с остальными, боялся, что они погибнут, если останутся там. Он не был уверен, что Анимус предаст его. Но он был равнодушен к тому, выживет ли он, если это означало, что он будет жить, но его никто не будет любить. Макай, рассерженный пораженческим настроем Тею, ударил его и велел перестать сдаваться, убеждая его создавать счастливые воспоминания, если у него их еще нет. Когда Мачи спросил Тею о его способности, тот ответил, что может немного повернуть время вспять. Затем Таю попросил Тею использовать свою силу, чтобы вылечить поврежденную лодыжку Субару. Это сработало, и Субару поправился. Но вскоре монстры их выследили. К счастью, Миказуки и Ююхи подоспели вовремя и помогли им. Тею нашла живого обновленного Уилта, и им удалось выбраться из пещеры. Ююхи заманил монстров в одну из своих ловушек – яму-западню, а девушки объединили свои силы, чтобы уничтожить чудовищ. Яко, измученная от усталости, была доставлена домой Ханака. Тем временем глиняная конструкция Хью была разрушена, а у 10-глазого существа не было никаких признаков ослабления. Появился Анимус и решил пока закончить битву, так как все приспешники были уничтожены, и им нужно было время, чтобы восстановиться. Во время обсуждения Хью поделился своим открытием о секрете 10-глазого существа. У него была основная форма, которая постоянно создавала копии. Он считал, что Анимус спрятал ядро где-то в горах, но они его не нашли. Таю задумался о своем прошлом и пожалел, что не понял своих способностей раньше, ведь тогда он мог бы спасти Тару. Вернувшись домой, он спросил сову о предыдущем рыцаре Сове, который предал рыцарей. Сова объяснила, что, увидев гибель своих товарищей, предыдущий рыцарь Сова почувствовал вину и выступил против Анимуса, но был быстро убитым. Сова заверила Таю, что не будет вмешиваться в его выбор, будет ли он на стороне Анимуса или решит сражаться. Вернувшись домой, Таю обнаружил 10-глазое существо в своем шкафу. Он сражался с ним, несмотря на раны, и в конце концов победил. Появился Анимус и объявил Таю последним легендарным рыцарем, а затем восстановил его дом. Она также рассказала, что младший брат Таю пробудил способность видеть глиняные конструкции и был первым, кто увидел храбрость Таю. После этого к Таю пришел Анимус, не обращая внимания на предательство. Он признался, что никогда не ожидал от Таю такой преданности и ушел. Позже Ханака позвонила Таю и сказала, что знает о его способностях и настоящей причине, по которой он избегал ее. Она заверила его, что не винит его в смерти Тёру. Тёру был уже не жилец, и Таю повесил трубку и заснул. Через несколько дней Хаю сказал, что у него закончились идеи для создания новых глиняных конструкций и попросил у группы совета. Они решили вместе набросать несколько вариантов. Когда у них появилось несколько идей, они отправились домой. По дороге Хаю встретил Анимуса и его группу.
11-глазое существо потребовало, чтобы Хайус создал мощную глиняную конструкцию, чтобы оно могло сражаться в полную силу, насмехаясь над тем, как легко можно убить рыцарей одним ударом. Анимус снова попытался завербовать Хаю, но тот отказался, и Анимус стал насмехаться над ним, утверждая, что Хаю никогда не сможет создать такую же совершенную конструкцию, как его собственная. Анимус считал себя богом, но Хаю поклялся вернуть его на землю. Позже две девушки пригласили Таю на ромен, а Хаю вернулся домой, чтобы поработать над новой конструкцией. На следующий день Хаю собрал всех, чтобы показать, что он создал, модель, основанную на эскизе Юю. Яка и Микадзуки вызвались проверить силу новой глиняной конструкции. Яка с самого начала серьезный, уничтожил глиняную конструкцию одним ударом, доказав, что она все еще далека от того, чтобы противостоять 11-глазому существу. На следующий день Хью обратился к Юхи за советом, как развить свое творческое мышление. Юхи предложил вырыть ямы, и это занятие показалось ему странным образом терапевтическим. Хотя метод был не особо новым, со временем он помог Юхи улучшить свою физическую выносливость. Они провели вместе весь день за копанием ям, и Юхи немного взбодрился. А когда он вернулся домой, то узнал ужасную новость – его дедушка погиб в аварии. Хотя Юхи и желал, чтобы дедушка выздоровел, судьба нанесла еще один удар, и Юхи задумался о том, что жизнь и смерть идут своим чередом. На похоронах двоюродная сестра Юхи рассказала, что дедушка часто писал ему письма, но большинство из них возвращались нераспечатанными. Она отдала ему нераспечатанные письма, и, прочитав их, Юхи понял, что они были полны беспокойства и вопросов о том, когда он снова приедет. Позже Юхи вернулся в кладовку, где нашел цепи, которыми его когда-то сковали. Отбросив их в сторону, он решил простить дедушке все причиненные ему страдания. Той ночью Юхи приснилось, что он встретился с дедушкой, и они поговорили по душам. Во сне дедушка неожиданно ушел вместе с отцом Юхи, и тот побежал за ними, но понял, что это был сон. В своем сне Юхи подошел к воротам в подсознательный мир Хины, где появилась Анима. Она объяснила, что Юхи смог попасть в это пространство благодаря приглашениям Хины. Но поскольку Хина не до конца освоила это пространство, воспоминания об этих снах часто исчезали после пробуждения. Однако Анима могла позволить Юхи сохранить эти воспоминания и предложила ему испытание. Она намекнула, что ключ к вине Юхи уже формируется, но не объяснила, почему выбрала именно его. Юхи прошел через ворота и поднялся по лестнице, где встретил Хэнджутсу. Это было похоже на то, что он дзюцу когда-то описывал, и его целью было помешать Юю. Они вступили в ожесточенную схватку. Хань Дзюцу признал, что Юю овладел его техниками, но отметил, что его тело еще не полностью адаптировалось к ним. Несмотря на явное преимущество Хань Дзюцу, Юю применил свой козырь, распространив свою силу по всему телу, чтобы увеличить скорость и силу. Удивленный новой способностью, Юю позволил себе победить и пропустил Юю. На второй ступени Юю встретил своего учителя, который просто наблюдал за ним. Учитель спросил о здоровье детей, на что Юю ответил, что они здоровы. После короткого рукопожатия Юю продолжил подниматься. На третьей ступени появилась Анима, наградив его поцелуем за преодоление трудностей. Она заверила его, что Хина простит его, но напомнила, что он принадлежит ей. На самой высокой ступени Ююхи столкнулся лицом к лицу с молотом, который был совсем рядом. На следующее утро снова появилось 11-глазое существо, и рыцари собрались на битву без Хины и Ююхи. Существо приняло облик классического героя из старых мультфильмов, к большому удивлению Нагума. Нагума, который когда-то был злодеем в борьбе против такого героя, решил сразиться ради ностальгии. Однако эта версия героя была гораздо сильнее и опаснее. Девочки вмешались, чтобы спасти Нагума от гибели. Микадзуки атаковал, но почувствовал боль от удара по невероятно прочному телу существа. Яка тоже с трудом могла нанести удар, и Тею пришлось использовать свою способность, чтобы исцелить их. Ханака создала ледяную скульптуру, из-за чего существо поскользнулось и упало, а Хаю создал новую глиняную конструкцию, которая представляла собой забор, который непрерывно обстреливал 11-глазого монстра. Когда пыль осела, 11-глазый голем остался совершенно невредим и даже заявил, что эта кукла недостаточно сильна, чтобы бросить ему вызов. Он дал группе 10 дней на создание более сильной куклы. Если они не справятся, он придет за их семьями и заберет их жизни. После этого 11-глазый голем ушел, а Нагума решил, что через 10 дней они снова сразятся.
Через 2 дня вернулся Ююхи и узнал, что через 8 дней состоится битва. Он также заметил, что молот немного изменился. Тем временем 2 девушки решили поэкспериментировать с объединением своих способностей, а Ханака обратилась к Яко, чтобы научиться готовить. Хотя они все еще не знали, как справиться с 11-глазым големом, окончательное решение зависело от Хаю и от того, сможет ли его кукла удовлетворить монстра. Ханака предложила Яко пригласить Ююхи на тренировку, так как такой подвижный человек, как Ююхи, был бы полезен для Яко, чтобы научиться контролировать и ловить врагов. Ююхи, желая приспособиться к своей новой скорости, усердно тренировался с Яко. Хотя она постоянно сдерживала его, он не сдавался. Они тренировались до вечера, а потом Яко пригласила Ююхи к себе домой на ужин. За ужином они непринужденно болтали, пока она, устав от неловкости, прямо не спросила Ююхи, что он собирается делать с признанием Яко. Ююхи признался, что слышал ее признание, но не понял, что было дальше. Затем Яко открыто призналась, что знала о планах Юю и Хины разрушить мир. Юю ответил, что они подумают об этом только после победы над Анимусом. Так что пока они могут оставаться друзьями. Однако Яко заявила, что сделает все возможное, чтобы остановить его, и если у нее получится, Юхи должен будет с ней встречаться. Юхи сказал, что подумает об этом. Тем временем 11-глазый голем дочитал дневник мастера и задумался о природе человечества и о том, чем оно, как глиняная кукла, отличается от людей. В то же время Хью, похоже, придумал, как создать новую куклу. Когда началась следующая битва, 2 девушки и Микодзуки опробовали новую технику. Атакующие рты Микадзуки усилились способностями девушек, превратившись в копья, которые были направлены на 11-глазого голема. Хотя голем остался невредим, Хина бросилась к нему и пнула, заставив его превратиться в 9-глазого монстра, с которым они уже сталкивались раньше. Ханака использовала огненную технику, которой научилась у Тао, чтобы сжечь его. Хина и Яко вместе повалили его на землю, заставив вернуться в нормальное состояние. Затем 11-глазый голем призвал молот и оттолкнул Нагума, но Ююхи быстро бросился к нему и пнул, дав Хине возможность нанести еще один удар. Однако даже этого было недостаточно. В этот момент наконец вмешался Хаю. Он спросил 11-глазого голема, чем тот занимался последние 10 дней, и тот ответил, что читал книги. Хаю предположил, что после каждой трансформации ему нужно время на восстановление, и уверенно заявил, что раскрыл истинную природу глиняных кукол. Хью вызвал сразу 3 марионеток, что привело в восторг 11-глазого голема. Однако он был быстро побежден, скован и схвачен 3 марионетками. Перед тем, как он разбился вдребезги, 11-глазый голем спросил о его истинной природе и сущности грязевых марионеток. Хью объяснил, что глиняные куклы — это не просто одноразовые инструменты, а скорее отражение сердца их создателя. Он верил, что любовь 11-глазого голема к чтению отражает глубокую тягу анимуса к знаниям. Удовлетворенный этим ответом, 11-глазый голем попрощался с ним, прежде чем рассыпаться в прах вместе с марионетками Хью. Анимус тоже отступил. 2 девочки решили сосредоточиться на совершенствовании комбинированной техники, способной полностью победить приближающегося 12-глазого голема. Ююхи сказала всем посмотреть на небо, где они заметили еще одну тень – оружие, созданное анимой для противодействия молоту. В последующие дни рыцари неустанно трудились, чтобы понять, как объединить свои способности. Однако полный контроль над объединенной силой оставался серьезной проблемой. К вечеру Тею случайно столкнулся с Анимусом, который выразил сожаление по поводу 11-глазого голема, так как тот был очень похож на него. Затем история переместилась в то время, когда Анимус и Анима были детьми. Они оба пережили трагедию, из-за которой потеряли свою семью. Они жили вместе в исследовательском центре, где глава института полюбил их и даже планировал усыновить, если они согласятся. Позже выяснилось, что катастрофа, постигшая их, на самом деле была вызвана самим Анимусом, который использовал свои силы. Анимус верил, что его способности экстраординарны и могут быть использованы для разрушения. Однако Анимус остановил его, напомнив, что они оба всего лишь люди. Анима хотела навсегда запечатать их силы, чтобы жить мирной жизнью. Она верила, что Анимус может стать ученым благодаря своей любви к чтению. Анимус думал об этом до следующего дня, когда директор института узнал об их способностях. Директор предложил Анимусу использовать свои силы для исследований, вместо того, чтобы скрывать их. Анимус полностью поверил директору и начал убеждать себя, что он бог. Он создал молот с помощью своих сил и разрушил исследовательский центр. Затем он уничтожил весь мир.
Неожиданно пространство вокруг них треснуло, и Анимус с Анимой переместились в настоящее. Анимус собирался снова уничтожить мир, но Анима остановила его. Она вернула Анимуса на Землю и предложила сыграть в игру. Однако Анима постоянно проигрывала, и Земля снова и снова разрушалась. Прошло больше 100 лет, прежде чем Анима встретила Хину. В то время Хина не понимала, кто такая Анима и зачем она здесь. Анима пыталась заключить с Хиной сделку, пообещав исполнить ее желание, но Хина не знала, чего хочет. В итоге Анима последовала за Хиной и наблюдала за ней. Однажды, когда матери Хины и Хисами не было дома, Хина решила выйти поиграть с Анимой. Во время прогулки они встретили злую собаку, которую нашел Юухе. Это была первая встреча Юухе и Хины. Тогда Юухе подумал, что Хина потерялась, и хотел отвезти ее в полицейский участок, потому что он все еще верил в полицию, ведь там работал его отец. Но Хина подумала, что ее арестуют, и убежала. Когда Анима последовала за ней, Юю увидел ее и обвинил в похищении детей. Он бросил в нее водяной шар и оттащил ее в сторону. Юю объяснил Хине, что полиция не такая плохая, и рассказал о своей мечте стать полицейским, как его отец. Анима догнала их и представилась как опекун Хины. Затем она подняла Хину в воздух и телепортировалась, оставив Юю думать, что это был сон. Позже Хина узнала о 7-летнем плане Анимы и решила, что однажды снова встретится с Юю, что в конечном итоге привело его к этому испытанию вместе со всеми остальными. В настоящем времени группа рыцарей усердно тренировалась 2 недели, чтобы объединить свои способности, но 12-глазого голема все еще не было видно. Появился Анима и сообщил, что в течение следующего месяца они могут делать все, что захотят. Однако, когда месяц закончился, его 12-глазый голем и молот должны были полностью разрушить мир вместе с оружием Анимы. Время шло, и, наконец, настал роковой день. Той ночью Анима вторглась в сны всех и перенесла их в определенное место, чтобы они оказались на последнем поле боя. Каждый рыцарь подготовился и решил личные вопросы перед встречей. Вскоре все собрались в обычном месте встречи. Все были готовы. Неожиданно появился Анима, чтобы поприветствовать их, а затем телепортировал всех рыцарей, оставив только Аниму и Хину. Анима перенес рыцарей в отдаленную сельскую местность, но понял, что случайно забыл одного человека. Он быстро ушел, оставив рыцарей наедине. Юю задумался, что будет с их группой после битвы, но и ответил, что независимо от того, победят они или проиграют, рыцарям придется разойтись после окончания битвы. Затем из-за горы появился 12-глазый голем, и он был гораздо больше, чем раньше. Но из-за своего огромного размера он стал более уязвимым. Группа использовала свою комбинированную технику, на освоение которой у них ушел месяц. Был выпущен разрушительный луч света, который отрубил одну из рук голема. Им нужно было подготовиться к следующему удару, но вряд ли голем дал бы им такую возможность. Внезапно с неба спустилась Хина и нанесла мощный удар, сбив голема с ног. Хью отделился от группы, чтобы помочь Хине, и дал остальным время подготовиться к следующей атаке. Он призвал нового голема в виде рыцаря-кота. В этот момент Мигума понял, что будущее зависит от 2 детей, и задумался о том, как высокомерно он себя вел, считая, что взрослые должны сражаться. Вместе им удалось выпустить второй луч света, который мгновенно уничтожил верхнюю половину голема. Группа заметила деревню в том месте, где упал голем, но Анима объяснила, что это всего лишь остров, созданный Анимусом, и на нем нет настоящих жителей. Затем Анимус решил активировать свой молот, и Анима отправила Юон в космическое оружие. Она объяснила, что Юон связан с ней и Хиной, и поскольку ни у одной из них не осталось сил управлять оружием, Юон должен был взять это на себя. Ему нужно было отправиться вглубь и объединить осколки своей души, чтобы управлять оружием. Она сказала, что его путь будет указывать доверие. Когда Юю доверился процессу, перед ним открылись пути, которые вели его вперед. Вскоре он добрался до первого фрагмента души, который символизировал момент, когда он потерял веру в человечество. Взяв его, Ююхи превратил фрагмент в цепи, которые давно сковывали его. Держа цепи, Ююхи подошел ко второму фрагменту, который тут же превратился в копье. Этот фрагмент символизировал момент, когда он обрел силу Ханзицу. Третий фрагмент, представляющий будущее, превратился в плащ, который привел Ююхи к переключателю активации оружия. Он быстро активировал оружие, которое успешно отразило атаку молота.
Однако щит вскоре разбился, и колоссальное оружие тоже было уничтожено. В этот момент Хина вышла вперед, чтобы действовать. Она поднялась в воздух и использовала фрагменты оружия аниме, чтобы создать голема в своем образе. Голем нанес мощный удар, уничтожив молот и поглотив его осколки, чтобы стать больше. Аним был потрясен, ведь его молот впервые был уничтожен. Однако это его не остановило, и он продолжал стремиться уничтожить землю. Затем он поднял рыцарей в воздух, заставив их упасть. Группа повторила технику Юю, создав под ногами энергию, чтобы замедлить падение. Микадзуки внезапно прыгнул вперед и ударил Анима в голову. Аним быстро оправился, создав сферы для атаки на рыцарей. Анима заметила, что Аним возвел барьер вокруг острова. Она поняла, что он опасается силы Хины, и велела Хине время от времени наступать на барьер. Звук отвлекал Анима, и Анима знала, что страх может ослабить его силу. Пока Хина отвлекала Анима, Нагума атаковал его сверху. Аним поменялся местами с Ханако, заставив Яку увести Ханако в безопасное место. Затем девочки набросились на Анимуса и атаковали его, заставив раскрыть еще одну способность – регенерацию. Микадзуки бросился на помощь девочкам, чтобы защитить их от контратаки Анимуса. Хина продолжала топтать барьер, еще больше выводя Анимуса из себя. Код Хью даже добавил хаоса, наступив на него. Однако Анимусу удалось сбежать, и он сосредоточил свои атаки на Микадзуки. Девочки создали щит, чтобы защитить Микадзуки, но Анимус атаковал их, заставив Хью присоединиться к защите Микадзуки. Девочки атаковали Анимуса, чтобы не дать ему продолжать нападение. Анимус решил вернуть себе силу Таю, но Таю использовал свое желание, чтобы помешать Анимусу восстановить силы и исцелить группу. Поняв, что Таю перешел на их сторону, Анимус не стал сдерживаться. Он использовал свой молот, чтобы уничтожить голема Хью. Анимус внезапно превратился в темную тень, излучающую ужасающую ауру. Хина, понимая, что больше не может оставаться за барьером, начала непрерывные атаки, чтобы прорваться сквозь него. В ответ Анимус метнул свой молот, окутав рыцарей дымом и пылью. Воспользовавшись дымовой завесой, он внезапно атаковал, но Яка рассеяла дым своей техникой. Тею попытался использовать свою силу, чтобы исцелить группу, но Анимус атаковал его, вынудив Ханако и Микадзуки вмешаться. Затем Анимус нанес еще одну атаку, нацеленную на всю группу. Тею продолжал исцелять их, но с каждым разом его силы убывали. Анимус бросил свой молот в Хау, который успел вовремя призвать голема, чтобы блокировать удар. Однако Анимус понял, что Хау уже создал столько големов, сколько мог, и что Таю, будучи ребенком, не сможет долго поддерживать группу. Но Нагума твердо заявил, что здесь нет детей, только воины, и что единственный ребенок здесь – это сам Анимус. В этот момент Хине удалось разрушить барьер, и она вошла внутрь, почувствовав опасность. Анимус решил уничтожить рыцарей одним ударом. Ханако заморозила одну из его рук, а Хаю и двое детей защищали остальных, чтобы спасти их. Впервые Енорог позволил Нагуме сесть на себя, чтобы тот смог приблизиться и отбросить Анимуса. Анимус был ошеломлен своим поражением, не понимая, как он проиграл. Пытаясь найти причину, он осознал, что это из-за Хины. Но прежде чем он успел что-то сделать, Аниме, держа в руках Юю, ударил Анимуса, пронзив его насквозь. В последние мгновения своей жизни Анимус признал, что он всего лишь человек, а не бог. Анима выразила надежду, что если Анимус все еще хочет узнать больше о Вселенной, то он сможет переродиться в другой жизни и продолжить свои поиски. Когда Анимус умер, Анима заплакала, сожалея, что не смогла остановить его раньше. Она объяснила, что остров не исчезнет, потому что Хина поддерживает его. После смерти Анимуса конфликт перешел к Хине и остальным. Хина и Юухи раскрыли свой изначальный план – уничтожить Землю. Хина управляла своим огромным големом, а Юухи готовилась сдерживать рыцарей. Юухи быстро атаковала, отбросив Нагума и Яка в сторону, и даже вывела из строя Хаю, который представлял наибольшую угрозу. Юухи заявила, что любой, кто захочет остановить Хину, должен будет пройти через нее. Ханако решила уйти, чтобы разобраться с чем-то. Две девушки остались рядом с Микадзуки, чтобы он не ввязался в бой, несмотря на свои раны. Теперь Юухи противостояла только двум легендарным рыцарям-зверям. Он набросился на Нагума, отшвырнув его в сторону Яка. Юю раскритиковал их за то, что они тренировались только для борьбы с грязевыми големами, а не с людьми. Нагума, однако, решил сразиться с Юю в полную силу, даже если это означало, что он переломает себе несколько костей, потому что взрослые должны учить молодое поколение. Юю, в свою очередь, поблагодарил его и попросил Нагума не сдерживаться.
Тем временем Ханако пыталась поймать Ююхи в ловушку, но он увернулся. Яка пыталась создать больше ограничений, но ей не хватало сил заморозить воду. Микадзуки пытался разбудить Таю, чтобы тот смог исцелить себя. Но в суматохе Юю случайно задрал юбку Яка, чем разозлил ее, и она атаковала его в полную силу. Юю едва увернулся от ее удара. Воспользовавшись моментом, Юю признался, что не может ответить на чувства Яка, потому что влюблен в Хину и хочет быть тем, кто остановит ее. Хина уже предвидела такой поворот событий. Она присоединилась к битве, вспоминая моменты, проведенные с Ююхи. Она вспомнила, как в свой прошлый день рождения впервые рассказала ему о своей болезни и о том, что не может жить без аниме. Когда она узнала, что Ююхи унаследовал силу ханджутсу, она поняла, что эта битва неизбежна. Хина заметила, что Юю стал более оптимистичным и довольным жизнью, и хотя она была рада новым друзьям, ей хотелось, чтобы время остановилось, чтобы она могла наслаждаться этими моментами подольше. Время неумолимо шло вперед. Однажды Яка сказала, что знала человека, который сильно страдал после потери любимого, но в конце концов снова обрел счастье в жизни, доказав, что те, кто заслуживает счастья, в конечном итоге получат то, что им предначертано судьбой. Хина постепенно начала осознавать, что Ююхи ушел вперед вместе со всеми, оставив ее позади. Хина думала, что все будут счастливы там, где ее нет. Внезапно проснувшись, Хина поняла, что ударила Ююхи, и тот отлетел в сторону. Он успел схватиться за свое оружие и плащ, которые неожиданно исчезли, превратившись в силу для Ной. Ной стал легендарным рыцарем, и Ююхи решил, что теперь у него достаточно сил, чтобы сравняться с Хиной. В этот момент аниме рассказала группе о болезни Хины, неизлечимой болезни, из-за которой у нее не было никаких надежд на будущее, и она жила только настоящим. Когда аниме забрала ее в космос, Хина была очарована Землей и решила, что если уничтожит ее, то Земля будет принадлежать ей. Но со временем она поняла, что Земля научила ее любить. Осознав это, Хина по-другому взглянула на свою болезнь. Она решила, что независимо от того, будет ли уничтожен мир или нет, она больше не может оставаться с остальными. Поэтому она хотела, чтобы Ююхи остановил ее. Рыцари хотели помочь Хине, но аниме сказала, что все зависит только от них. Решительно настроенная группа решила поддержать Ююхи чем только могла. Хина начала подниматься в небо, чтобы уничтожить Землю. Ююхи прыгнул за ней, но не смог догнать. В этот критический момент все объединили усилия, чтобы помочь ему, разделив ношу с Ююхи. Таю, который очнулся и исцелил Микадзуки, дав ему силы помочь Ююхи догнать Хину. Ююхи сказал, что если бы время Хины остановилось, он бы остался с ней до конца, и даже ушел бы вместе с ней в другой мир, если бы это было необходимо. Но Хина не хотела, чтобы Ююхи жертвовал собой ради нее, потому что она любила его больше, чем Землю. Ююхи опустил Хину на землю, и когда она собралась извиниться, группа заговорила первой, приветствуя ее. Хина расплакалась, поблагодарила всех и извинилась. Затем аниме перенесла их обратно, когда остров начал разрушаться, а оружие Хины стало исчезать. Их битва закончилась. Аниме низко поклонилась, извиняясь за причиненные ею неприятности и потери, которые они понесли. Силы Хины иссякли, и аниме снова призвала ушедших рыцарей. Один за другим они прощались со своими рыцарями. Когда подошла очередь Ююхи и Микадзуки, они попросили у аниме последнюю услугу. Понимая их желания, аниме дала им возможность использовать свои силы в последний раз для грандиозного сражения. Аниме выразила надежду, что Хина увидит светлое будущее, прежде чем отправиться вместе с рыцарями-зверями в цикл перерождения. Тем временем Ююхи и Микадзуки сражались не на жизнь, а на смерть до самой ночи, пока несколько зрителей не заснули. Неожиданно с неба посыпались осколки оружия Хины. После еще нескольких минут сражения их силы внезапно исчезли. Ной заплакал, восхваляя Ююхи как сильного и достойного воина и говоря, как он гордится тем, что сражался с ним все это время. Ююхи тоже был тронут. Расстроенный прощанием со своим старым другом, ворон Микадзуки заговорил в последний раз. Он похвалил Микадзуки за его самоотверженность, за то, что он пожертвовал своей жизнью ради таких простых вещей, как хлеб для других, и пожелал ему победы. Они продолжали драться, пока не выбились из сил, и тогда перешли к словесной перепалке. В конце концов, они решили закончить бой последним ударом. Но Микадзуки обманул его, нанеся удар ногой, который сбил Ююхи с ног. Хоть это и было нечестно, Микадзуки гордился своей победой. Наконец рыцари смогли уйти, и все вернулись домой.
Хина решила бороться со своей болезнью и выжить. Когда Юю вернулся в свою комнату, он не мог не скучать по Ною. 10 лет спустя Юю внезапно призвали духи десятилетней давности, чтобы он снова взял в руки оружие и подготовился к тому, что душа Ююхи будет собрана в финальной битве. Юю также задумался о происхождении 12 легендарных рыцарей-зверей. По сути, они были образами, которые духи видели на Луне. Анима объяснила, что они с Анимусом на самом деле прибыли из 32 века и были потомками Ханзюцу и Хисаме. После смерти Ханзюцу ни она, ни Анимус больше не могли родиться. Ююхи был рад, что в будущем Ханзюцу и Хисаме будут счастливы. Анима спросила, как Ююхи поживает сейчас. 10 лет спустя Ююхи стал инспектором. Его бывший помощник, который работал с Нагума, свалил на него всю работу, и Ююхи пришлось обратиться за помощью к Нагума. Субару, теперь работающая помощницей Нагума, была с Миказуки, который все еще занимался поимкой преступников и наказывал их до того, как приезжала полиция. Похоже, Субару и Миказуки встречались. Тайо и Ханака открыли магазин лапши, а Хаю и Йока были женаты уже год. Хаю теперь преподавала в университете, а Йока была домохозяйкой. Макай стал учителем, а они с Тайо тоже начали встречаться. Что касается Хины, то после 8 лет борьбы с болезнью она полностью выздоровела 2 года назад, после операции, которую провела ее мать. Она 2 года лечилась во Франции и сегодня вернулась. Анима была очень рада видеть всех счастливыми и пообещала помочь соединить нынешнюю и прошлую реальности, чтобы все прошло гладко. Ююхи пошла встречать Хину и ее сестру. Хина, уверенная в своем здоровье, заявила, что будет участвовать в Олимпийских играх и завоюет столько золотых медалей, сколько сможет. Затем Ююхи отвела Хину на встречу со всеми, чтобы отпраздновать это событие. Нагума оплатил счет, так как 10 лет назад он выиграл в лотерею. Хина подарила всем кукол, изображающих легендарных рыцарей-зверей, которых она делала на протяжении многих лет. Так закончилась история их годичной битвы. Теперь они выросли и живут своей жизнью. Фильм закончился, когда их приключения подошли к концу.